Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие товарищи. Напишите, пожалуйста, как вы нас слышите и видите. Мы вас приветствуем в полном сборе с Виктором Владимировичем, с Екатериной Викторовной, с Татьяной Владимировной. Да, ждем ваши десяточки. И будем начинать нашу трансляцию о том, как прожить без боли, как всего за 12 минут в день надежно избавиться от головных болей, метеозависимости, недостатка энергии и даже если нарушения развивались годами. Вот о чем мы сегодня с вами поговорим. Так, отлично, качество связи хорошее, и мы можем начинать трансляцию. Что сегодня обсудим? Головные боли в области затылка, темени, мигрени, головная боль, напряжение, действенное решение здесь и сейчас. Головные боли, анемия, метеозависимость, метеочувствительность, нарушение артериального давления, вследствие всего лишь одного нарушения. Сегодня также обсудим и выполним комплекс воздействий для стабилизации вашего состояния и одновременно получения океана энергии, большого количества энергии. Как перестать пить таблетки при любых возникающих болях и справляться самому с этими проблемами. Ответим на ваши вопросы, обсуждение результатов упражнения за 2 дня и домашних заданий комплекса «Почувствуй себя Богом». Интересный комплекс, спасибо вам большое. Очень много пришло от вас информации по поводу ваших результатов. Обязательно их сегодня обсудим. Также сегодня выполним комплекс упражнений из 2 частей под названием «Генерализованный комплекс устранения головных болей». Почему он так называется, вы поймете. Мы вам сегодня подробно все объясним и выполним его вместе с вами. Сегодня вас ждет практика применения технологии генерального решения головных болей, задача которой быстро снимать различные виды головных болей, нормализовать одновременно сразу 6 энергетических каналов, оптимизировать функции блуждающего нерва, мгновенно включить утилизацию молочной кислоты, тем самым облегчая боль, нормализовать тонус сосудов и артериального давления. И, конечно же, мы сегодня еще поговорим о нашей программе под названием «Жизнь без боли и полная энергия». Обсудим, что это за программа и как она может опережать время. Обязательно оставайтесь до конца. Мы подготовили для вас очень интересное предложение. Не пропустите. Да, спасибо вам большое. Очень много откликов мы получаем. Собственно, то, ради чего мы работаем. И много интересных результатов по поводу комплекса «Почувствуй себя Богом». Обязательно обсудим самые яркие, ответим на ваши вопросы. И, пожалуйста, не пропускайте. Пожалуйста, подарите себе сегодня время, действительно выделите его, чтобы вас ничего не отвлекало, и получите бесплатную пользу прямо сейчас. Как получить максимум пользы? Мы много раз об этом говорили. Рекомендуем пересесть за компьютер, все отвлекающее закрыть, выключить звук телефона, освободить время для себя. Возвращаться и повторять упражнения мы не будем. Более того, если кто-то в чате будет затевать такую переписку, мы просто безжалостно будем освобождаться от таких доброхотов, которые могут оказывать зачастую медвежью услугу. Сразу вас предупреждаем. Чтобы что-то рекомендовать, нужно иметь на это право, потому что вы несете ответственность за действия этих людей, которые к вам прислушиваются и что-то выполняют. Поэтому приготовьте блокнот, ручку, фиксируйте ваше состояние, выполняйте тесты, и таким образом мы сможем
существенно с вами продвинуться и в результатах, и обсудить их. Задержка трансляции небольшая есть, на 30 секунд примерно, продолжительность 2 часа. Онлайн-трансляцию нельзя перемотать или поставить на паузу. Пожалуйста, соблюдайте взаимное уважение. Ответы на ваши вопросы будут ближе к концу занятия. Ну и, конечно, бонусы тоже предусмотрены. Давайте с вами познакомимся. Чем вы занимаетесь, из какого города, сколько вам лет? Напишите, пожалуйста. Ну и давайте дальше напишем, кто пришел впервые на наш вебинар. И напишите цифру 1, если вы впервые нас видите. Кто уже был на наших вебинарах, поставьте в чат, пожалуйста, цифру 2. А кто приходил на наши курсы или был пациентом в нашей клинике, напишите в чат цифру 3, пожалуйста. Если вы ведете сидячий образ жизни, напишите цифру 4. И если вы львиную долю времени проводите на ногах, пишите цифру 5. Если вы ведете активный образ жизни, напишите цифру 6. Коротко о нас. Мы Виктор Владимирович. Да, сейчас. И Татьяна Владимировна, доктора наук, академики, врачи восстановительной медицины. И вместе с Екатериной мы втроем основатели клиники нового формата восстановительной медицины, которая находится на Черном море, в Краснодарском крае. Подробности о клинике мы сейчас останавливаться не будем. Вы можете по цифровой ссылке получить 2928.ru. Екатерина Меркурия сама о себе пару слов. Да, я являюсь нутрициологом, живу сейчас в Швейцарии, провожу активно свою практику, получала образование, соответственно, там же, по всем европейским стандартам. И обучалась очно. Да, обучалась очно. И всячески продолжаю свое обучение, повышение квалификации, в том числе у моих родителей. Часто их мучаю разными каверзными вопросами. Вот. О нас пишут в научных СМИ. Хотите почитать результаты исследований наших технологий, научных исследований, пожалуйста, журнал «Главный врач Юга России», стоматолог. Вот там масса информации, можете ознакомиться. Нас приглашают на телевидение. Вот недавно были съемки, проходили на ТВ3. Так что ждите, скоро выйдет новая программа, новая передача, и мы обязательно вам сообщим об этом. Чем особенно полезны наши методики для вас и для многих других людей? Тем, что на нашем YouTube-канале под названием «Академики Картавенко» размещено более 1200 роликов с технологиями оказания быстрой помощи, действенной помощи, безопасной помощи. Не забывайте, что у вас есть доступ, они в открытом доступе находятся. Это поистине вот такой огромный ресурс помощи людям, открытый, доступный и очень действенный. Бесплатный. Бесплатный, конечно. Введите в поиске YouTube «Академики Картавенко» и сразу найдете наш канал. Не забудьте на него подписаться, чтобы не пропускать новые анонсы и наши видео. Пожалуйста, это важно и для вас, и для нас. Да, если еще там поставите колокольчик, то вам будут приходить уведомления, когда будут выходить наши новые видео со скорой помощью. И тогда вы точно ничего не пропустите. Что еще интересного о нас и такого важного вы можете для себя узнать? Мы создатели нового направления фитотерапии. То есть того, что сделали мы, никто до нас никогда не делал. И вот предметом нашей гордости особенно является один из 7 фитопрепаратов под названием «Доктор Желчь». И именно этот препарат помог нашим пациентам избежать заражения COVID-19, когда была пандемия. И вот о действии этого препарата вы можете узнать из публикаций в научных СМИ в журнале «Главный врач Юга России». Более подробно прочитать все. Ну и мы создатели клиники нового формата. В чем, собственно, ее суть, смысл? В том, что мы находим глубокие причины развития заболеваний, помогаем избегать операций при желчнокаменной болезни, грыжах позвоночника, миомах, аденомах, опущении органов.
И, конечно же, и спасаем человеческие жизни, и спасаем человеческие органы, и позволяем людям чувствовать себя гораздо лучше и по факту получать совершенно новое качество жизни. Ну что, готовы к началу нашего занятия непосредственно? Да, так. Пишет, что плохо слышно. Плохо слышно. Я вижу, что пишет плохо слышно всего лишь 2 человека. Мы качество связи запрашивали, десяточки стоят, значит, все хорошо. Все проставлены отметки, значит, это вот локальные проблемы, и я думаю, что нам не стоит на этом останавливаться и акцентировать свое внимание. Пожалуйста, готовьтесь к приему наших трансляций заранее, мы постоянно об этом пишем. Так, давайте не отвлекаться вот на такие вещи. Уважаемые участники, пожалуйста, напишите, какие вы периодически испытываете боли и дискомфорт. Вот кто пришел на наше сегодняшнее занятие? Давящая боль в голове из-за погоды, откладывание своих дел из-за боли, мигренеподобные состояния, анемия, артериальное давление. Что-то еще напишите, пожалуйста, в чате, что именно вас беспокоит, с чем вы пришли сегодня на занятие. Так. Напишите, пожалуйста. Идем дальше. Ну и вот только себе представьте, как может измениться ваша жизнь, когда вы наконец-то избавитесь вот от этого всего, что пишете. Анемия, гипертония, депрессия, артериальное давление нестабильное, суставные боли, боли в кишечнике, апатия, плохой сон, вот метеозависимость, боль в суставах, мигрень. Вот этот весь поток жалоб, представьте, только как изменится ваша жизнь, когда вы от этого наконец избавитесь. Вы перестанете обходить кабинеты врачей, тратить кучу денег на ненужные лекарства. Будете жить и дышать полной грудью, восстановите силы и энергию. А теперь давайте разберемся, что вас к этому привело, вот именно к такому текущему состоянию. Знаете ли вы, что одним из проявлений нарушения желчелогики являются мигрени, которые от 50 до 80% случаев провоцируются изменениями погоды? Головные боли – это клинический предшественник развития склероза сосудов, нарушения тонуса, пластичности, каркасности сосудов. И они являются ярким сигналом недостатка мозгового кровоснабжения. То есть по факту это сигнал о кислородном голодании мозга. Определенные виды головных болей тесно связаны с нарушениями в позвоночнике. Как же их различить? Если голова болит из-за проблем в позвоночнике, это обычно сопровождается, например, нарушениями зрения, обоняния, онемением пальцев рук, нарушениями терморегуляции, болями в различных отделах позвоночника. Болевые ощущения часто распространяются на затылок, шейно-воротниковую зону, отдают под лопатку, в сердце. Такая картина характерна для проблем в шейном отделе при развитии остеохондроза, протрузий, грыж. Сегодня прямо на занятии мы начнем с вами работать с болями в области затылка, темени, будем снимать напряжение, спазм и будем расслаблять мышцы. Нам в этом поможет так называемый энергетический канал желчного пузыря или, собственно, желчный пузырь, его протоки. Он, как известно, по канонам восточной медицины, китайской медицины, начинается на голове. И вот как представлены его биологически активные точки. Вот они находятся вдоль крайних линий, вдоль красных линий расположены. Собственно, энергетические каналы – это совокупность биологически активных точек, которые обладают сходными свойствами. При воздействии на эти
биологически активные точки, мы можем изменять функции внутренних органов. Ну вот более подробное расположение, конечно, сложно, здесь иероглифов много, очень много точек, но вот так выглядит канал желчного пузыря. Он начинается на голове, и вот на голове представлены 20 его биологических активных точек. На самом деле таких точек на теле гораздо больше. Мы при помощи этого энергетического канала, при помощи нашего желчного пузыря и желчных протоков будем сегодня побеждать головную боль. Как мы с вами этого будем добиваться? Будем выполнять упражнения рефлекторных воздействий, которые дают результаты сразу. Чтобы оценить результаты, важно выполнить 2 коротких теста. Первый тест. Возьмите свои блокнотики, о которых мы с вами говорили, и, пожалуйста, отметьте, какой уровень физической боли вы сейчас испытываете, или это может быть определенный уровень дискомфорта. Когда по 10-бальной шкале, когда 0 нет боли, а цифра 10 это максимальная, нестерпимая, просто такая вот яркая боль. Отметьте, пожалуйста, вот то, что вы писали, насколько вы сейчас чувствуете или дискомфорт, или боль. Вот, пожалуйста, оцените. Это очень важно. Мы с вами будем выполнять комплекс из 2 частей. И после этого комплекса будем отслеживать, как изменяются ваши показатели. И тогда обсуждение этих результатов даст вам определенное знание о себе в части терапевтической направленности, что нужно делать, куда идти, чем заниматься, как восстанавливать свое состояние. Вот будем сегодня как раз таки это обсуждать. Да, очень важно не просто писать цифру, а рядом с цифрой писать название того, что вас беспокоит. Иначе мы так разобраться не сможем. Просто одна какая-то абстрактная цифра нам не дает информации о том, что вас беспокоит конкретно. Итак, идем дальше. Второй показатель, на каком уровне шкалы счастья вы сейчас находитесь. Насколько вы довольны жизнью, насколько в вашей жизни все так, как надо, как хочется и как вы себе представляете. От 0 до 100%. Это также очень важный показатель, который поможет нам разобраться, насколько ваша система адаптации обладает резервами, которые вы можете использовать для своего собственного восстановления. Своими руками, по нашим технологиям. Оцените, пожалуйста, от 0 до 100 и напишите эти цифры в чате. Да, у кого-то 60, у кого-то 85, у кого-то 90. О, Да, чудесные результаты прямо у участников. Супер. Ну и как вы думаете, почему вы несчастливы? Ну, большинство, да, из участников, кто пишет меньше 100 цифру, почему вы несчастливы на 100%? Какая ваша версия? Почему вот все-таки не все так, как хочется? Напишите, пожалуйста. Чего вам для этого не хватает? Чего именно конкретно не хватает? Так. Пока вашим состоянием и вашей жизнью управляют так называемые зоны затрудненного обмена, конечно же, мы не можем себя чувствовать 100% без боли, без дискомфорта. Конечно, это мешает и это не дает возможности осуществиться каким-то очень важным планом в вашей жизни. Поэтому вот не 100%. Что такое зоны затрудненного обмена? Ну, это тревожность, это сигнал мозга о присутствии зон затрудненного обмена. То есть головные боли, метеозависимость, тревожность – признак того, что мозгу или тканям тела не хватает кислорода. То есть мы с вами говорили, что вот головные боли, а еще и метеозависимость теперь, и тревожность, мы знаем, что это сигнал мозга о том, что мозгу не хватает кислорода или тканям тела. А еще это сигнал о том, что накопилось большое количество молочной кислоты, которая не может самостоятельно утилизироваться. Чем же это опасно?
Как вы думаете, есть у вас предположение? Напишите, пожалуйста, вашу версию. Да, что мешает? Возрастные изменения, тревожность, локальные боли, хандра, и метеозависимость, и дискомфорт. Угу. Тут и страхи Так. присутствуют, и Мгм. психоэмоциональная Как думаете, нагрузка. чем опасно наличие большого количества молочной кислоты в организме? Она не может утилизироваться. Вот. Из-за этого также тревожность, состояние тревожности. Мы сейчас говорим о состоянии тревожности, которое неосознанно. То есть непонятно, почему появляется. Есть состояние тревожности, которое прям вот четкие причины под собой имеет, или маленькие дети, каждую секунду думаешь, вот как бы чего не вышло, да. Куда-то опаздываешь постоянно, да, тревожность. Ну а есть состояние тревожности, которое вот неосознанное и связано еще с паническими атаками, да, вот мы об этом сейчас говорим. Отсутствие полного расслабления мешает, так. Молочная кислота, давящее состояние головы, шум. Угу. Так. Ну вот, чем это опасно? Когда такая ситуация развивается, страдают синапсы, так называемые клетки нервной системы. И мозг в виде боли сигнализирует нам об этом. То есть мозг нам сигнализирует не только о том, что ему не хватает кислорода, а еще о том, что разрушаются клетки нервной системы. То есть нарушается нервная проводимость, что очень важно и крайне тревожно для мозга. То ли дело, когда взял, потянулся и с точки зрения мозга решил любую проблему, подавая электрический сигнал в сторону тех органов, которые нуждаются в этом, то ли вот затруднены эти нервные сигналы, и тогда мозг не может в полной мере управлять органами нашего тела. Поэтому это важные моменты, и, конечно же, глушить такие боли просто обезболивающими, но вы сами понимаете, к чему это может привести в конце концов. Игнорировать сигналы вашего тела, быть глухим к тому, что вам сообщает собственный организм. Вот мы о чем говорим. Поэтому то, что у нас есть боли, нужно сказать большое спасибо нашему организму, нашему мозгу, который спасает себя и тело, нас с вами. И это, собственно, заложено в нашей системе адаптации. Быстренько сообщать: ну-ка, хозяин, давай что-то меняй в своей жизни, иначе мы с тобой долго не протянем. Кирдык. Да, кирдык наступит, как Виктор Владимирович говорит. Поэтому благодарим боль за то, что она есть. И у нас с вами есть инструменты действительно действительной борьбы с болью, правильной борьбы, изменения функционального состояния внутренних органов, их нормализация, восстановление нервных связей. И вот что мы с чем с вами сегодня будем заниматься, мы начнем с главного. Будем изменять качество кровоснабжения мозга, то есть усиливать его адаптационные свойства. Ну и, конечно же, будем одновременно утилизировать молочную кислоту. Мы это можем с вами делать. У нас есть для этого все технологии необходимые. Ну и, конечно же, следующим пунктом, что у нас будет происходить? Как итог, у нас будет происходить восстановление качества нервных связей. То, к чему мы и стремимся с вами. То есть мозгу будет достаточно кислорода, молочная кислота будет утилизирована, и качество нервных связей будет у нас с вами восстановлено. Ну, как это происходит и с какой интенсивностью, вы можете ознакомиться в научных журналах «Главный врач Юга России», там опубликованы научные исследования и сторонних организаций, и международных организаций, и те данные, которыми мы располагаем. В общем, мы с вами будем сегодня заниматься практическими действиями, а не теоретическими измышлениями. И у вас будут инструменты, как вот бороться с такими явлениями.
Ну что, Помимо всего, да. мы с вами еще будем улучшать газовый состав крови. И это очень важно. Ну с чем же еще могут быть связаны головные боли различной локализации? Ну первое, нарушениями толстого кишечника, вызывают церебрально-сердечные головные боли, нарушения желудка, аурные головные боли, переходящие в мигрени, нарушения тонкого кишечника, летучие или мигрирующие головные боли. Нарушение желчного пузыря, интенсивные головные боли в области темени, затылка, висков, нарушение тройного обогревателя, связан с ними блуждающий нерв, максимальное разнообразие проявлений головных болей, нарушение мочевого атмосферного давления. И если мы с вами рассмотрим энергетические каналы, вот эти все 6 энергетических каналов, вот посмотрите, сколько биологически активных точек представлены на голове, которые связаны вот с этими энергетическими каналами, о которых рассказала Катя сейчас. Все каналы связаны с функциями этих органов, и они представлены на голове. То есть головная боль определенной локализации говорит нам об изменении в конкретном органе, в конкретной системе. И вот если вы обратите внимание, то максимальное количество представлено, вот канал желчного пузыря, то есть Наш все, что любимый. связано с желчелогикой, на голове целых 20 биологически активных точек. И боль в любой из этих точек сообщает нам совершенно конкретную определенную вещь, определенный факт. Итак, чем ценен сегодняшний комплекс? Чем он особенно ценен? Сегодня в практике применения технология генерального решения головных болей, задача которой Быстро снимать различные виды головных болей, нормализует одновременно сразу 6 энергетических каналов, все 6. о которых мы сейчас с вами говорили, оптимизирует функцию блуждающего нерва, мгновенно включает утилизацию молочной кислоты, облегчая боль. И происходит нормализация тонуса сосудов и артериального давления. Кажется, прям палочка-выручалочка. Ну, сегодня мы проверим, посмотрим. Какие будут результаты? Да. Мы надеемся, что вы правильно прошли тесты, и у нас с вами будут корректные замеры до и после. Мы сегодня продолжим исключать зоны затрудненного обмена, связанные с нарушением этих органов. Давайте выполним комплекс прямо сейчас. Комплекс упражнений – это экстренная помощь. Его часто выполнять самостоятельно нельзя. Но о том, как оказывать себе помощь системно, мы сегодня поговорим чуть позже. Противопоказания еще раз мы с вами проговариваем. Так, если вам противопоказаны любые физические нагрузки, проведена трепанация черепа, у вас есть эпилепсия, артериальное давление 180 на 110, температура выше 38 градусов. Ну, я надеюсь, все понятно по противопоказаниям. Угу. Так, вопросов нет. И мы с вами, собственно, переходим к первому упражнению. Поставьте в чат, пожалуйста, цифру 1. Давайте, подождите, перед тем, как мы перейдем, пожалуйста, нужна ваша максимальная включенность, ваше внимание к деталям и внимательно находим точки, как мы показываем. Мы стараемся это делать. Повторять мы не будем за неуспевшими, поэтому максимальная концентрация именно сейчас. Так получите результат. Все, я готова. Онкология сама по себе не является противопоказанием. Но если при онкологии противопоказаны любые физические нагрузки, то вы должны иметь в виду. Была проведена трепанация, потому что была То вы должны иметь в виду. церебральная онкология. Конечно, это же. Угу. Итак, первое упражнение – воздействие на точки доктор Желчь, и оно выполняется всего лишь один раз. Давайте с вами определим, где находятся точки доктор Желчь. Мы не переспрашиваем, потому что знаем, что всегда есть новички, которым нужно объяснить. Кто знает, пожалуйста, выполняйте воздействие в течение 90 секунд.
Правши начинают воздействие с правой руки, левши, как я, начинают воздействие с левой руки. И потом переходим к следующей ручке, к вашей. Вертикально размещаем ладонь вот таким образом. Слегка раздвигаем второй и третий палец. Проводим вертикальную линию вниз до пересечения с костным основанием большого пальца. Вот косточка большого пальца, вот здесь пересечение. У меня здесь, у Кати вот в том месте. Нахождение биологически активных точек у разных людей под названием доктор Желчь может отличаться. Мы вам объяснили принцип их нахождения. Мы воздействуем мягкими массажными движениями по часовой стрелке. Вы можете воздействовать пальцем, можете воздействовать любым предметом, не травмирующим кожную поверхность. Мягкие массажные движения в течение 90 секунд. Правши начинают с правой, потом переходят на левую, левши наоборот. Точка может быть у кого-то чувствительной, у кого-то менее чувствительной. Это относится все к показателям нормы. И изо дня в день чувствительность тоже может меняться. И в зависимости от вашего самочувствия может меняться. Спазмирование, либо других моментов. Атоническое состояние, да, все может быть. Поэтому мы сейчас вот в данном конкретном случае не обсуждаем, а обсуждать будем результаты по завершении комплекса, всего комплекса и по факту выполнения итоговых тестов. Перешли на следующую точку. Я показываю, повторяю вам. Да, ну не так сильно, чтобы рука не сгиналась. Вертикально ладошку. И вот когда вы массируете, вы прям прощупываете границу косточки и мягкой ткани. Вот прям у вас явно чувствуется эта граница. Так. Можете более быстро массировать, как моя мама, или в моем темпе. Главное, массируйте по часовой стрелке. То есть ваше тело – это циферблат часов. Так, кто выполнил воздействие первое и готов к выполнению следующего, напишите, пожалуйста, в чат цифру 2. Так. Ждем от участников в чат цифру 2. Следующее воздействие – упражнение без кислородной гимнастики под названием «Дыхание раковины». Оно может выполняться несколько разными способами. И вот посмотрите на тот способ, который мы будем показывать сейчас. То есть руки могут быть, плечи параллельно полу, могут быть несколько наклонны. Да, и в общем-то просто внимательно посмотрите, это упражнение без кислородной гимнастики. Что мы с вами делаем? Вот так руки помещаем в замок. Даже вот мы не прижимаем плечи к туловищу, а как будто бы немножечко более свободно держим их перед собой. Вот, смотрите, получается 45 градусов угол наклона руки. Вы имели в виду локти? Да. Не прижимаем Вот к туловищу. Угу. Да, профессор? Да, локти не прижимаем к туловищу. Так, чтобы Упражнение без кислородной гимнастики мы с вами вдыхаем и выдыхаем и выполняем вот такие хлопковые движения в течение 5 секунд. Подожди секунду, на каком уровне? На уровне чего? Замок. 45 градусов. На уровне Вот рта? 45 градусов у всех по-разному. Может быть, это уровень рта, может быть, это уровень носа. Угу. Хорошо. Все, поехали. Закончили. Восстанавливаем. Выполнение упражнения. Обязательно нужно восстановить дыхание.
Прежде чем с вами перейдем к следующему воздействию, да, будьте, пожалуйста, внимательны, мы с вами сейчас формируем последовательные рефлексы, освобождение от головных болей и воздействие сразу на 6 Биологически активных каналов. биологически активных каналов, которые находятся у нас на голове, ну не только на голове. Восстанавливайте дыхание после данного упражнения. Мгм. Да, цифра 3 уже в чате. Молодцы. Да, очень быстро восстанавливают дыхание наши участники, но все-таки надо несколько секунд чуть-чуть подождать, потому что новички всегда бывают, и очень важно, чтобы это все проходило правильно. Третье упражнение, третье воздействие, воздействие на биологически активные точки под названием «Встреча у озера». Мы воздействуем справа и слева одинаково и правши, и левши. Что мы с вами делаем? Мы с вами находим вот эту складочку. Я поближе. Да, и Катюша показывает. Так, сейчас. Да. Ну, да, давай, Катюш, показывай тогда. Мгм. Мгм. Мы находим с вами вот эту складочку. Вот, показывайте, Между да. этой складкой Вот и нет. косточкой локтевого сустава вот это расстояние мы с вами делим пополам. И вот здесь находится биологически активная точка встреча озера. Мы с вами воздействуем по часовой стрелке. Сначала на правой руке, вот это расстояние мы с вами делим пополам. В течение, Виктор Владимирович, 90 секунд. 90 секунд. Мгм. Поехали. Катя воздействует мягкой резиночкой, Я вот так привыкла. пальцем. Хорошо. Своим рукам я доверяю больше Я всего. Я сегодня за тайминг отвечаю. Да, Да. Виктор Владимирович отвечает за тайминг. У кого маникюр и длинные ногти, можете воздействовать карандашом. У рефлексотерапевтов ногти короткие. Да. Обычно. Практически их нет, чтобы не травмировать кожную поверхность. Поэтому, если вы увидите рефлексотерапевта Со следами. с красивыми длинными ногтями, Сразу покидайте Сразу, этого да. рефлексотерапевта. вам такой секретик маленький. Или если вы на теле Профессионально. рефлексотерапевта увидите следы от воздействия на точки, тоже не пугайтесь, это нормально. Бросайтесь к нему под ноги, обнимайте за колени и признавайтесь, что вы родственники. По духу, да? Ну все, переходим на следующую. Да, переходим на вторую руку. 90 секунд. Итак, переходим на левую руку, да, находим вот расстояние, середину расстояния на сгибе, вот точка наша находится здесь. Мгм. Начинаем воздействие. По часовой Да, стрелке. когда к камере руку подносишь, как будто какой-то Качок. огромная рука, как у Геркулеса какого-то. Я представляю, как у Виктора Владимировича. Показать? Ну, у меня вот одна рука Одна раза рука меньше. огромная, а вторая в 3 раза меньше. Вот, слушай, на самом деле, смотри. ну, это качок. Оптика так работает. Мгм. Виктор Владимирович, вы следите? Я слежу. Хорошо. Отлично. Не Мы беспокойтесь. по разговорам. Заканчиваем. Заканчиваем воздействие. Да. И вот как раз-таки мы сейчас с вами выполнили первую часть комплекса. Напишите, пожалуйста, что вы почувствовали сейчас. Ну, время надо сейчас. Да, Я скажу, да, какие изменения вы почувствовали? Я уже в процессе Буквально почувствовала. через некоторое количество минуток, а пока мы вам объясним и расскажем, почему, собственно, мы вас призываем каждый раз выполнять такие упражнения. Я по-французски Что скажу. происходит, что меняется в организме, какие изменения происходят и как их можно регистрировать. Их можно регистрировать не только в качестве предусмотренных ощущений. Вот Катюша вам сейчас. Доча, камон сова. Très bien. У. Ну, хочу сказать, подожди, секундочку. Хочу сказать, что у меня прям после упражнения сейчас какой-то прилив такой крови произошел к голове. Такая теплая
теплые руки стали. И прям, и Ну, нос, и видно, нос. видно на коже, что ты постаралась. Ну, очень я хорошо. всегда воздействую максимально. И нос стал прям ярче, лучше дышать, скажем так. Хотя Да-да, проблем у меня объемнее не было. носовое дыхание Всё очень стало. совпадает, да. Соплей каких-то проблем не было, но... Хорошо, переходим, продолжаем, да, делиться результатами. Ну, вы знаете, да, так как я являюсь дочерью академиков Картавенко, все технологии, упражнения, комплексы я выполняла и всегда в первых рядах. И, И сама еще просит каждый раз. Ой, а что бы мне такого выполнить? Ну, у меня есть такая привилегия, могу под свои запросы получать индивидуализированные программы. Что, собственно говоря, и произошло. И получился интересный опыт у меня, потому что обычно я ориентировалась после выполнения комплекса на ощущения свои, признаки того, что присутствует у меня определенный симптом, не присутствует, на уровень энергии, ну, на вот такие мягкие, скажем так, признаки, да, которые могут быть, ну, просто нами оценены, как вот мы чувствуем. Субъективно. Субъективно, да. А вот здесь произвели мы эксперимент. Я в очередной раз приехала на каникулы к своим родителям. И были у меня определенные задачи, так как каждый раз, когда я нахожусь в России, я делаю чекап, лабораторные анализы, исследования в нашей клинике, диагностику, в общем, все по полной. И иногда, так как я еще являюсь нутрициологом, я отслеживаю еще превентивные значения, не только вот нормы лабораторные, но я смотрю на несколько шагов вперед, да. С особым пристрастием. Ну, и это- нас тут всех Это гоняют профессиональное, тоже. наверное, уже. Да. Вот. И чтобы быстро вам рассказать, что произошло. За 5 дней. Перед тем, как я выполняла комплекс упражнений, я сдала анализы, соответственно, и вот вы видите, да, инсулин у меня был, ну, конечно, много показателей я сдавала, но на что хотела я обратить внимание и немножко подправить. Вот как раз-таки показатель инсулин, это у нас гормон, который вырабатывается поджелудочной железой, вкратце, да, отвечает у нас за углеводный обмен, именно отвечает за качество попадания глюкозы в клетку для производства энергии. Был он у меня 9,3 микроединицы на миллилитр, что, в принципе, ну, уже такой показатель, на него надо обратить внимание, чтобы не развивалось какое-то там, например, через года, да, неприятные последствия не ждали меня. И ферритин был 60 микрограмм на литр, что, в принципе, соответствует норме. Но хотелось бы мне иметь запас, да, железа. Ферритин – это запас железа в нашем организме, что крайне важно для уровня энергии и для других процессов в организме. Я хотела с ним немножко поработать. И вот витамин D, я вам потом приведу лабораторные именно скрины, да, как это менялось. И витамин D у меня был, ну, такой, знаете, на нижней границе нормы 30 нанограмм на миллилитр. И после, собственно говоря, применения комплекса, всего лишь комплекса упражнений, а не добавок, о которых сейчас все говорят на всех, да, во всех рекомендациях. Вот смотрите, как он меня повысился, собственно говоря, что меня это особенно удивило. Вот такие вот показатели. Инсулин был 9,3, стал 6, что является абсолютно нормой. Я была счастлива узнать о таком. Вообще, меня это шокировало, честно говоря, что 5 дней применения, конечно, индивидуальной схемы упражнений, конечно, была подключена еще наша фитотерапия в виде наших препаратов, да, там был и доктор Желчь, и нейробилит, панкреобилит, в общем, вся гамма. Но за 5 Просто нет такого дней другого способа, чтобы можно вот так быстро было получить изменения по многим показателям. Здесь не весь анализ крови, здесь просто несколько фактов. Да, определенные факты, которые на самом деле меня саму очень удивили. Я не думала, что настолько могут измениться показатели за такой короткий период времени. В общем, и хотела с вами этим поделиться. Вот чтобы просто не быть голословной. Да, не быть голословной, как... Да, вот именно эти показатели. Скрины, Вот пожалуйста, здесь видите, инсулин вот красным подчеркнуто, и дата есть забора материала 9,3, и далее через 5 дней вот он пришел к 6. Далее вот показатель, да, ферритина был 60,
стал 67,2. Вообще, ну, мы не будем, да, наверное, останавливаться на нормах Я не на нормах, лабораторных. дочь, хотел бы остановиться, если вы позволите. Да. Ты закончишь, я хотел некую ремарочку. Да. Закончила, дочь? Нет, Или Ну, что-то по еще? поводу своего случая, ну да, я, наверное, закончила. Думаю, что тут красноречивее моих слов только цифры. Нет, Да. меня показывать не надо, я хочу, чтобы Катюша была в кадре. в экране, и я хотел бы остановиться на особенностях поведения, как раз таки вот то, что вот доктор Меркури абсолютно замечательно, извините за тавтологию, заметила о том, что повышенные цифры и не тревожные, но Катенька замечательно сказала, что это превентивность. И вот такое... Профилактика, ну превентивные меры, предупреждающие, Да, да. может быть, мы поместимся все. Так, поместимся. И вот такое поведение инсулина, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы можете самостоятельно, ровно так же, как наша дочь, управлять процессами метаболическими. Вы можете легко справляться с метаболическим синдромом. Вы легко можете заниматься и справляться с инсулинорезистентностью. Вы можете легко справляться. И, кстати сказать, Катя не сказала о том, как у Кати вкусовые пристрастия поменялись. Потому что ребенок, ну, наша дочка, ребенок, да. Я уже Так взрослый сказать, человек. Все время говорит, да. я не ребенок. Мама двоих детей и с таким, будем говорить, и бэкграундом, и текущими событиями у себя дома. Это, кстати, муж, и двое детей, и работа, и так далее, и так далее. Естественно, это отражалось и на вкусе. Хотелось больше сладкого, больше шоколада, больше сахаров и так далее, и так далее. Поэтому, вот Катя не сказала, а мы это видим, что поменялись вкусовые пристрастия. Это замечательно, это не просто замечательно, это показательно. Дальше. Вот то, что меня особенно греет в этой части, в том числе как и остеопата, с участием моей деятельности профессиональной, это то, что коррелируются цифры железа. Это такой показатель внутренний, вы не представляете, каким веером это все работает. Это, во-первых, уровень костей, это уровень вот этих пресловутых всех моментов, связанных с вашей любимой проблемой, с целлюлитами. Это ваша любимая тема раннее старение, это ваша любимая тема тугор кожи, это ваша любимая тема косметология и так далее, так далее, так далее, так далее. И в этом плане очень важно понимать, что в этом комплексе нормализация дает вот этот вот самый антиметаболическое синдромное значение. То есть мы отодвигаем процессы клеточного старения. Вот это великолепное показание. Просто великолепное показание. И тонкость такая, может быть, она у вас не всем будет сейчас понятно, то, что я скажу, но это очень четкое включение в истинный геном. То есть мы по мере своего существования на Земле, мы, так сказать, наш геном, зачастую наш генный наш запас, генный скелет, мы его зачастую, так сказать, используем налево, направо, мы задумываемся только когда петух приходит, знаете, такой, да, копченый, печеный, и начинает клевать в одно место. Так вот эти показатели, они стабилизируют генетическую нашу надежность. Ну и в данном случае, как это сработало у Кати, и вот несколько примеров, как это работает у других людей. Это мы к тому, что в вашем организме сейчас многое что происходит. Да, и хотела такую ремарочку небольшую сказать. Почему же я сдаю анализы у нас в стране? Да? Потому что, к сожалению, в Европе, в Америке так просто не придешь в лабораторию и не попросишь, а сделайте мне, пожалуйста, развернутый анализ крови и вот эти вот показатели. Там нужно прийти сначала к своему лечащему врачу, терапевту, пожаловаться на симптомы, и он только принимает решение, стоит ли вам что-то проверить или нет. И вы должны находиться в крайне плачевном состоянии, уже предоперационном, для того, чтобы врач, к сожалению, назначил какие-то анализы. Поэтому, кто живет на территории нашей страны, радуйтесь, пользуйтесь преимуществами превентивной медицины, но все хорошо в меру и все хорошо с присмотром грамотного специалиста, потому что сдать кучу анализов можно всегда, но что с ними потом делать? Кто вам потом что будет выписывать по этим анализам, это большой вопрос. Поэтому, если что, обращайтесь к нам.
Вот, дальше. Почему? Вот, смотрите, какие результаты, да, вот я практикую на территории Швейцарии, и у нас, к сожалению, нет такого люксового подхода к диагностике лабораторной, поэтому мы ссылаемся на вот такие показатели, как самочувствие, да, симптоматика. И вот, например, у меня была клиентка Светлана, ей 42 года, она проживает на территории Швейцарии. Что ее беспокоило? Беспокойный сон, долго не могла заснуть, присутствовали высыпания, да, даже вот в таком зрелом возрасте, да, высыпания на коже, вечерние переедания были, боли при менструации, скачки настроения и ощущение горечи во рту по утрам. Вот это вот такие наиболее яркие симптоматика, которая ее преследовала. Конечно же, на основе этих симптомов мы ей разработали, да, небольшой комплекс, подсказали, что, какие упражнения делать, и после комплексов наладился у нее график сна без просыпаний, стабилизировался аппетит. То есть уже тяга, да, вот как папа мой говорил о том, что заметил, как у меня ушли эти желания, да, чего-то сладенького. Под едушками я не страдаю, но после основного приема пищи, да, присутствовала у меня сладкое, которое, да, в нашем мире нутрициологов разрешено, это бывало. Вот так наладился аппетит у моей клиентки. Ушла горечь по утрам во рту, ушли симптомы ПМС, а именно, да, ушел вот этот вот такой небольшой припухлость в зоне живота, да, когда вот перед менструацией непосредственно, и болевой синдром. Стала добрее к себе в первую очередь и к людям. Это как следствие, да, после наших упражнений. Следующий наш случай – это Евгения, ей 31 год, живет она в Швейцарии. Что ее беспокоило? Ее беспокоили отеки, просыпалась ночью несколько раз с позывами к мочеиспусканию. Беспокоило повышенное газообразование после употребления целого списка, я хочу сказать, свежих фруктов или овощей. После нашей работы с ней, непосредственно, опять же, да, подключения комплекса упражнений, она перестала просыпаться ночью, что уже этот факт, да, от позывов, то есть ее перестали беспокоить позывы к мочеиспусканию, а это значит, что ночью организм ее стал высыпаться, отдыхать, восстанавливаться надлежащим образом, а самое главное, восстанавливаться начала корректно печень и желчный пузырь. Наши два органа, ведущие просто к красоте, молодости и к здоровью. Значительно у нее снизились отеки. Она смогла включить в рацион больше овощей, фруктов, зелени без острой реакции со стороны ЖКТ, которые раньше ее мучили, да, вот это газообразование, особенно когда находишься в обществе, пригласили тебя в друзья в гости, и вот такие неприятные симптомы. Так она еще могла включить целую палитру новую, да, продуктов, которые несут ей микроэлементы, витамины, минералы. В общем, да. Следующий. Я могу просто долго говорить о своих кейсах, о своих клиентах, но не буду занимать эфир. И последний вот случай расскажу вам, поделюсь. Алан, ему 52 года, он француз, проживает на территории Швейцарии, да. К иностранцам тоже я сумела достучаться, они прекрасно отзываются о наших комплексах упражнений. Что его мучило? Вот я уже о нем говорила, да, вот высокое давление было у человека, головные боли, запоры, такие тоже хронического характера, хронический рефлюкс. И все это вело его к боязни приемов пищи. Уже вот такая сформировавшаяся связь была. После комплексов нескольких упражнений, что мы получили как эффект? Это была поэтапная работа, мы убирали симптом за симптомом. То есть иногда такое случается, что нужно немножко подождать, нужно последовательно, систематически выполнять рекомендации для того, чтобы прийти вот к таким результатам. Это не просто так, взяли два раза на точку нажали, иду и ждем, сидим, ждем того, что случится чудо. Это работа тоже с вашей стороны. С нашей стороны мы провели колоссальную работу и тоже ждем вашего включения.
Так что же произошло? После наших комплексов стабилизировалось артериальное давление, стали отсутствовать боли, постоянно мучащие его в голове. Происходили иногда единичные случаи рефлюкса, но они не имели хронический характер. И то они присутствовали при единичных нарушениях рекомендаций. Жизнь есть жизнь, да, чего лукавить. Правду, я написала правду. Он выработал привычку прислушиваться к реакциям своего организма. Это то, чем мы с вами будем заниматься, в том числе на нашем объемном системном курсе. Потому что нам важно наладить связь с самим собой, с нашим организмом, а не с вот этими таблетками, которые рекламируют: пойдите в аптеку, получите обезболивание. Желание заняться, привычка прислушиваться, желание заняться физической активностью, и жизнь начала человека радовать. То есть мы убрали эту связку, прием пищи, страшно от того, что будут во мне просыпаться симптомы, мы ее заменили на то, что человек стал радоваться жизни. Он начал замечать вокруг себя прекрасное. Я не знаю, что вам больше сказать на эту тему. Передаю слово моей маме, потому что иначе я могу дальше продолжать вам рассказывать. Итак, дамы и господа, мы видим, что вы пишете. Да, изменения, которые происходят, и усталость проходит, и головная боль проходит, и проходит распирание под ребрами. Впечатлены, да, вы результатами всего лишь 3 упражнений. Это первая часть, у нас еще будет вторая часть и обсуждение результатов. И мы с вами движемся дальше. Хотели бы вы получить результат, который навсегда перевернет вашу жизнь и навсегда решит проблемы с вашими заболеваниями? Поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, кто так хочет. Почему, собственно, назначение неврологов дают изменения определенные, но на короткий период? Как вы думаете, почему они не дают изменения навсегда? Вот наверняка с головными болями, кто уже не первый год, к неврологам точно обращались, да, сначала к терапевтам, потом к неврологам, выписываются препараты и как они действуют. Да, здесь важно отметить, что эти специалисты зачастую работают с внешними проявлениями. Анальгетики назначили, противовоспалительные назначили, ну и ничего, что они там не какие-то не стероидные противовоспалительные, ну и ничего, что там печень дальше пострадает, а что будет дальше, вот не завтра, а послезавтра или через несколько дней, но вот никто, собственно, глубоко не задумывается. И получается по факту, что эти специалисты тормозят развитие заболеваний и сглаживают симптоматику. По факту, я не говорю, что это абсолютно во всех случаях происходит, но в большом количестве случаев именно зачастую так и происходит, так и случается. Они не связывают развитие заболеваний, развитие нарушений с энергетическими каналами, вот то, что мы с вами показали, вот то, что касается только одной головной боли. Вот смотрите, 6 энергетических каналов, которые связаны с работой желчного пузыря, протоков, толстого кишечника, тонкого кишечника, мочевого пузыря, канала под названием тройной обогреватель, который связан с блуждающим нервом. И вот перед вами вы сразу видите, сколько биологически активных точек и зон, связанных вот именно с нарушением работы этих внутренних органов. Толстый кишечник, желудок, тонкий кишечник, желчный пузырь, мочевой пузырь и вот, собственно, состояние блуждающего нерва. То есть комплексной оценки состояния этих важнейших систем никто даже и не думает проводить и анализировать и копать вот настолько глубоко. Да, есть неврологи, которые обучаются, получают специализацию рефлексотерапевтов, ну и в этом случае тоже, конечно, нужно ориентироваться на наличие их практического опыта и глубокого понимания на самом деле, что с чем связано и что нужно в данном случае делать. Для рефлексотерапии, помимо всего прочего, существует большое количество противопоказаний.
И есть такие технологии, которые показаны одним пациентам и противопоказаны другим. Когда нам нужно, например, активировать определенный орган, а есть точки, которые находятся на этом же канале, но они не активируют, а наоборот релаксируют состояние органа. И здесь нужно, конечно, в этом скрупулезно разбираться. Поэтому то, что мы вам показываем, настолько тщательно проанализировано и отобрано, и оно ведет к нормализации состояния внутренних органов. А вот этот комплекс, который мы сегодня вам показали, он ведет к нормализации сразу 6 важнейших систем. Вы понимаете его ценность? И подходит практически всем людям, вот за исключением тех противопоказаний, которые мы вам показывали. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь услугами специалистов, профессионалов в своем деле и, конечно же, проверяйте по наличию отзывов о деятельности того или иного специалиста. Давайте слово услуги уберем. Хорошо. У кого так было, что вот обратились к специалистам, прошло немного времени и потом все возвращается в прежнее состояние? Поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы мы понимали, что вы синхронизируетесь, и так оно на самом деле и происходит. Да, внешняя причина какая-то убирается, она даже может не убирается, а сглаживается, даже внешняя причина. И так бывает достаточно часто. Вы тратите по факту кучу времени, сил, денег, энергии, все повторяется снова и снова, одни и те же проблемы возвращаются, и они не просто возвращаются, они набирают обороты. Мы же вам предлагаем совершенно иной подход. Мы вам предлагаем подход решения проблемы с дискомфортом и болями при помощи восстановления функций внутренних органов, то есть глубоких причин, которые привели вот вас в то состояние, с которым вы сегодня пришли к нам. Хотите ли вы стартануть вместе с нами, разобраться со всем и опередить время развития нарушений? Да, это возможно, и мы говорим, что с нашей новой программой вы именно так сможете поступать. Ну, перед вами живой пример, когда мы не дожидаемся каких-либо изменений, нарушений, а отслеживаем уже микроизменения и вот именно референсные показатели очень тщательно отслеживаем, своевременно принимаем меры, буквально 5 дней вот приводят систему вот такую в активную форму. Чтобы занять место на орбите жизни без боли, дискомфорта, тревожности, отеков, у вас есть все возможности, и вы можете пойти вместе с нами. Наш принцип: мы работаем с внутренними проблемами, с той силой, которая привела к внешним изменениям, то есть работаем с внутренними органами. Поэтому изменения состояния происходят так быстро. Как думаете, чем опасно игнорирование сигналов тела и постоянное использование методов, которые дают краткосрочные внешние изменения и не решают проблемы? К сожалению, вы легко можете попасть в вот такую ситуацию, попасть на операционный стол. Как думаете, почему хирургия не выход при работе с внутренними органами? Ну вот один из талантливейших хирургов современности, наш знакомый хирург, часто повторяет, что хирургическое лечение сравнимо со спилом сухих веток на дереве. Вот, говорит, мы вскрываем брюшную полость, удаляем внутренние органы, но, к сожалению, так бесконечно поступать нельзя. Вот такой спил невозможно проводить бесконечно. Возможно прийти в ситуацию, когда уже дальше удалять нечего, а ситуация по факту, обмен веществ не изменяется состояние внутренних органов, которое приводит к нарастанию дальнейших проблем. С причиной не работали. И, к сожалению, может что-то пойти не так вот при осуществлении этих манипуляций. Даже вот спил на дереве, вот один вариант правильный, а 4 варианта неправильных. Казалось бы, они похожи друг на друга, но на самом деле могут быть совершены непоправимые ошибки, и вы знаете, что всегда хирургическое вмешательство – это определенный риск. Ну,
В наших с вами руках сделать так, чтобы не было слишком поздно или неправильно. Наши технологии позволяют мягко и бережно восстанавливать функции внутренних органов, исключая хирургическое вмешательство и последствия с ними связанные. Мы шаг за шагом поэтапно исключаем зоны затрудненного обмена из вашей жизни. Одни технологии позволяют это делать постепенно, другие технологии позволяют это делать комплексно, и мы с вами применяем поочередно одно другое. Самая главная наша задача – не навредить. Хорошая новость состоит в том, что, выполнив сегодняшний комплекс, вы уже начали этот путь вместе с нами, путь к жизни без болей. Упражнения на вебинаре – это скорая помощь, и очень важно знать и понимать, что часто и самостоятельно выполнять их нельзя. Нужна система контроля, с контролем и помощью, подстройкой системы под ваши конкретные возможности. Вы уже получили результаты сегодня, выполнив только один комплекс воздействий. Если мы с вами будем такие комплексы выполнять системно, день за днем, представляете, какие результаты вы можете получить. И это только начало обновления ваших и внешности, и позвоночника, и органов пищеварения, и жизненной энергии. Кто хочет научиться управлять своим состоянием так, чтобы тело работало на вас каждый день, укрепляло здоровье и приносило силы? Поставьте плюс в чате. По этой методике мы работаем. Родитель работает более 20 лет, и у нас есть мечта. Ты все правильно сказала. Мы работаем, потому что твое замечательное поведение, твое здоровье позволило нам с мамой добиться таких результатов, о которых наши коллеги даже и не подозревали. Поэтому, доча, вот я шляпу... Но по факту, будучи даже подростком, выполняла ты упражнения, ты уже нам помогала очень сильно. Поэтому мы можем сказать, что мы вместе. Коромысла, я помню упражнение коромысла в детстве. Вспомни своих ровесников. Вспомню Настю, соседку нашу, чем она страдала, и других людей. Так что тут ты все правильно говоришь. Пожалуйста, не стесняйся, ты такой же участник системы, как и мы с папой. Поэтому мы хотим, чтобы люди избавились от боли. У нас вот такая есть мечта. Потому что люди со здоровой спиной дольше не стареют. Сохраняют красивую осанку, высыпаются. Что они еще делают? Органы у них не опускаются. Имеют здоровый цвет кожи и молодое лицо. Ведут активный образ жизни. И желание любить и быть любимым. Да. Мы помогли более 300 тысячам человек, и в этом году хотим помочь еще 20 тысячам или больше, я бы хотела больше, восстановить свое здоровье. В этом вы можете помочь и себе, и нам. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Кто из вас хочет стать первым на путь своего здоровья? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Кто сегодня решит дальше идти с нами, вам предусмотрен бонус при оплате первого или второго пакета в течение 48 часов. Новый суперкомплекс «Жизнь без тревоги». Это комплекс из 8 упражнений. Мы его вот прежде выполняли с участниками одного из наших вебинаров и получили развернутое количество таких комментариев, что как-то незаметно тревога оставляет, проходит, но мы выполнили всего лишь 3 упражнения. Вот представляете, если все 8 упражнений выполнять в определенном регламенте, вы уже себя освободите от большого количества зон затрудненного обмена только при помощи одного этого комплекса. Задача этого комплекса – системно снимать внутреннее напряжение, тревожность день за днем. Убирать уныние и неуверенность в завтрашнем дне, ну и в себе в том числе. Каждый день будем наполнять силами. Системно формировать стрессоустойчивость. Ну и кому не терпится узнать, что это за программа, принять участие и начать такую жизнь. Напишите «хочу» в комментариях, если вы хотите жить без боли и чтобы ваша жизнь была наполнена энергией.
Что же это за такие пакеты, что это за программа? Это программа под названием Жизнь без болей и полная энергии. дата старта 25 октября. И вот фактически старт послезавтра. Для тех, кто дальше идет с нами, послезавтра мы с вами стартуем. Дата старта послезавтра. Это о том, как всего за 26 дней избавиться от болей в спине и шее. И даже если Вас направляют на операцию, даже если никто не верит в ваш успех. как мы с вами будем действовать и с чего начнем? Перед стартом программы через тестирование, заполнение анкеты мы собираем информацию о вашем состоянии здоровья. Важнейшие тесты вы проходите, потом выполняете упражнения каждый день, всего 5-10 минут. Ну вот представьте, у вас еще к вашей жизни добавится еще одна чистка зубов. Вот время еще на одну чистку зубов вы сможете потратить на выполнение этого комплекса. В любых условиях. Да, ничего не нужно менять в вашем образе жизни, вы только вводите этот элемент в свою жизнь. Ну, и можно я еще скажу? Да. Не одеваем ни спортивную форму, не нужно никуда ехать, или какое-то специальное спортивное оборудование, коврики, гантели. Просто в любой ситуации, где бы вы ни были, дома, на работе, в каком-то даже в машине иногда, в транспорте, просто В самолете очень легко даже можно выполнять. применимые комплексы упражнений, просто встроенные в вашу жизнь. Только сделайте опять новую привычку. Все. У нас с вами будет групповой чат. Конечно же, мы будем общаться и поддерживать друг друга. Дадим поэтапную методологию восстановления поддержания здоровья спины, шеи, внутренних органов. И это не все. У вас будет еще медицинский куратор, который будет отслеживать по вашим отчетам ваше состояние, взаимодействовать с вами. И если вдруг что-то происходит, то будет вам рекомендовать один из 1200 скоропомощных комплексов, чтобы вы все время находились в активной форме. У нас медицинский куратор на связи ежедневно, поможет пройти курс до конца, будет отвечать на текущие вопросы, поддерживать вас на пути к результату. Ну, какой это путь? Он состоит из определенного количества шагов. Так. То, что мы с вами обсудили, самодиагностика, важный момент перед стартом любого мероприятия оздоровительного и позволит нам сравнить результаты до и после. И, кстати, не только наших восстановительных технологий, а любого терапевтического воздействия. Вот будет у вас такой инструмент. Наличие оценки боли оценивается, оценка мобильности шейного отдела позвоночника, гибкость тела, оценка эмоционального состояния, оценка распределения энергии в течение дня очень важно. Да, насколько ваша система адаптации пополнила сама себя запасами во время комплекса, во время самого курса и располагает вот такой мобильностью и вот помогает вам не жить не болея. Оценка показателей до и после тестового воздействия. Результат вы четко определите стартовую точку и сможете выполнить сравнительный анализ, и вы удивитесь, какие вы получите результаты. Да, мы вас не отправляем на проведение анализов крови, мочи, получение показателей различных биохимических и других. А вот у нас есть система тестов. Но мы не отменяем, есть у вас желание, можете сдать биохимические анализы, чтобы сравнить результаты, и вы также удивитесь. И уверяем вас, что ваше удивление будет таким же, вот как было у нашей Катюши. Годами занимается, а вот потом решила проверить. Ну-ка, вот меня научили в Женеве, в Швейцарии, как все оценивать. Сейчас я этим и займусь. Сейчас я оценю. Да. Ну вот, собственно, и мои круглые получилось. глаза после этого. Второй модуль восстановления нервных связей. Это ключевой модуль. Мы с вами восстанавливаем нервные связи, важнейшие нервные связи, которые помогают нашему мозгу правильно управлять органами тела. И самовосстанавливается наша система
вот здесь система адаптации, когда работает хорошо, то у нашего мозга есть такая программа самостоятельно восстанавливать функции внутренних органов. И вы даже не знаете, не замечаете, какие процессы происходят внутри вашего организма, и вы всегда здоровы. И у вас есть возможность жить не болея. И среди наших участников мы точно знаем, что большое количество людей, которые уже живут без боли. Пожалуйста, напишите, кто уже живет без боли. Вот кто сегодня пришел на занятие и живет уже без боли. Напишите я и сколько месяцев или может быть лет уже вы в таком состоянии находитесь. То есть мы хотим сказать, что это возможно, это реально, и такие люди среди нас всегда есть на наших занятиях. Я живу без болей. И я живу без боли. И я живу без боли. Но мне больно от того, что кто-то живет с болью. И не хотят с этим зачастую никаким образом справляться. И вот смотрите, время выполнения этого модуля 26 дней. Когда мы прорабатываем все 33 пары, да, бывает немножко по-другому, но в основном так, 33 пары спинномозговых нервов, соответствующих им нервных связей, которые управляют внутренними органами. И прорабатываем все 4 веточки блуждающего нерва, и этот процесс происходит одновременно. Еще никогда никто не создавал подобной системы в мире. Мы с вами первооткрыватели. Поэтому вот такую чудесную систему предлагаем вам. Да, я вижу, что вы уже пишете, кто-то уже 6 лет живет без боли. Представляете, какое счастье? Без лекарств. Без лекарств, без боли, без конечных походов по каким-то врачам, поиска специалистов. И все это возможно. Да, 2 раза в день. 2 раза в день. Да, будут занятия какие-то 2 раза в день, какие-то 1 раз в день. Все будет зависеть от нашего с вами графика, что мы с вами, на какие системы мы с вами нацеливаемся. Результат вы получите вот по целому огромному списку, он чуть-чуть позже будет представлен вам, и там порядка 350 различных симптомов, синдромов, состояний и так далее. Это вот здесь на экране, на вот этих 3 слайдах, это буквально только лишь связано с первым днем воздействий. 3-й модуль – активность мозга. Конечно же, активно работающий мозг, наша система адаптации, правильность его регламентов, его программы – важный фактор успеха, когда мы хотим жить без боли. Время выполнения этого модуля всего лишь 4 дня, но это вот представьте, как Катюша у нас живет в Швейцарии, но даже самые дорогие швейцарские часы нуждаются в подводке. Так и мы с вами вот выполним подводку вашего механизма, чтобы все и на перспективу работало отлично. Укрепляем мозговые связи мы в этом модуле, голова становится еще более ясней, мысли еще более быстрыми, четкими, повышается скорость принятия решений, качество проведения мозговых штурмов, повышаются когнитивные возможности, коммуникативность растет. Помните, Катя вам рассказывала, что улучшились отношения в семье, с близкими, с коллегами. Вот на что мы с вами нацеливаемся. Самому себе у человека поменялось отношение. Мы всегда с себя начинаем. А потом, как мы к себе относимся, это происходит и вне. Запускаются важнейшие восстановительные процессы в организме, которые сами самостоятельно поддерживают ваше здоровье. И даже если что-то происходит, вы ничего не знаете, адаптационные механизмы включаются и решают вопросы уже самостоятельно и автоматически, то, как и должно быть в природе у здорового человека. Качество жизни меняется настолько, что вы просто не захотите жить по-прежнему. Вы будете ощущать прилив сил, энергии каждое утро, каждый день, и увеличится острота и скорость мышления. 4-й модуль очень важный. Чекап жизни без боли. Это то, о чем вам сегодня рассказывала Катя.
Но это такой чекап углубленный. Мы вам будем давать более простые для вашего понимания и применения инструменты. Когда вы сможете по своему самочувствию, по своему состоянию отслеживать, появились ли на горизонте какие-то тучки или не появились. И если они вдруг где-то там даже далеко появились, в плане даже не симптоматики, а определенных ощущений, которые нам на это указывают, вы просто берете, выполняете определенный комплекс дополнительно и опережаете скорость развития нарушений дальнейших. Вы просто их исключаете из своей жизни. Вот в чем сила 4-го И модуля. убирайте тревожность за свое состояние, за свое здоровье, обретайте уверенность в завтрашнем дне по поводу вашего самочувствия. Время освоения всего лишь 1 день. Настолько простой инструмент мы разработали. Ну, а если что-то вдруг пойдет не так, рядом есть медицинские кураторы, рядом есть мы, вы всегда сможете задать вопрос. Вдруг вы что-то не так определили, вдруг что-то не своевременно Непонятно. обратили внимание на что-то. То есть рядом всегда с вами есть те, кто оценят, помогут, подскажут, и чтобы ваше движение к жизни без боли было максимально комфортным и проходило ритмично, так как мы с вами и задумали. Получаете алгоритм отслеживания своего состояния по простым показателям, которые заметны невооруженным взглядом. Их отслеживание позволит поддерживать состояние на высоком уровне и при малейших изменениях принимать меры для поддержания результатов. Вы научитесь слышать, распознавать сигналы своего организма. Слушать и слышать. Это очень важно. Ну и 5-й модуль создания резервов адаптации. Важнейший модуль, который позволит нам жить с запасом прочности и жизнь без болей поддерживать достаточно уверенно и стабильно. Время выполнения 18 дней. Мы проходим здесь с вами и антипаразитарную программу, и противовирусную, и потом итоговые тесты, оценку результатов. И это очень важно, чтобы все-таки мы с вами понимали, насколько мы с вами продвинулись. Результат: жизнь без боли, постоянное развитие себя, самосовершенствование, возможность еще лучше осваивать новые знания, новые технологии, новые возможности у вас будут появляться, новое окружение, словом, новая жизнь, суперустойчивость к нагрузкам, стрессам, инфекциям и сезонным заболеваниям. Следующие модули для тех, кто хочет уметь, вот то, что мы с вами рассказали, эти модули будут проходить люди, которые хотят быть специалистом, рефлексологом, белиологом для себя. Последующие модули для тех, кто хочет уметь помогать не только себе, но и другим, а также монетизировать полученные знания. Или быть нашим партнером, или работать в нашей системе, получать заработную плату, или быть консультантом сторонним, которого мы привлекаем периодически для реализации таких масштабных проектов. 6-й модуль – отработка навыков по оказанию помощи при различных болях. Мы говорим, что мы уже в этой программе с вами придем к тому моменту, когда нам будет, нашим специалистам, абсолютно все равно, какая боль. На эту боль будет найден ответ в нашем большом каталоге, в нашей большущей энциклопедии жизни без болей. И мы с вами сможем уверенно оказывать помощь и себе, и близким, будем понимать показания, противопоказания и подбирать технологии, которые очень быстро оказывают помощь и избавляют людей от болей. В различных отделах позвоночника, головных, суставных, в области брюшной полости, в горле, в области малого таза, в руках, ногах, действиях в стрессовой ситуации, действиях при вирусной опасности или появлении первых симптомов вирусной инфекции. Не нужно объяснять, насколько это важно, и нужно об этом знать. Какой же вы получите результат, да? Расширение адаптационных возможностей и подстраивание восстановительной программы под индивидуальные потребности в различных ситуациях.
Сдача экзамена на правильность действий по подбору упражнений скорой помощи, правильности выполнения упражнений, определение биологически активных точек и метода воздействия на них. Экзамен в этом случае необходим. И 7-й модуль «Стажировка в школе безопасного здоровья» академиков Картавенко. Она может проходить в онлайн или офлайн формате, даже в нашей клинике. Вот что мы с вами предусмотрели. Время прохождения 7-го шага 7 дней. Если 60 дней. Если рассмотреть вот все этапы, вот как раз таки мы с вами видим вот такую картинку. Так, вот. Да. Самодиагностика, восстановление нервных связей – это у нас 3-й пакет, самый такой начальный пакет, и он именно знакомит вас с новым вашим состоянием, когда вы можете почувствовать жизнь без боли. Следующий пакет содержит 5 шагов, 5 модулей. Это еще активность мозга, чек-ап жизни без болей и создание резервов адаптации. Этот пакет имеет название «Рефлексолог, билиолог для себя». Если же вы хотите реализовывать свои знания профессионально, расширять свои знания и профессиональные компетенции, например, в области нутрициологии, в области даже неврологии, в области рефлексотерапии, в области психологии, в области массажа, коучинга, реабилитологии, тренеров, фитнес-тренеров, то вы можете нашими технологиями значительно обогатить свои профессиональные компетенции. Ну и стать уникальным специалистом на рынке, да, повысить свою конкурентоспособность и так далее. И в том числе, конечно, заработок. А можете быть нашим партнером, можете быть нашим сотрудником, и таких сотрудников у нас уже достаточно много. Вот менеджеры службы заботы, они все прошли вот примерно такой путь, и вы знаете, как они вам помогают. Вы можете написать несколько слов по поводу того, как вы взаимодействуете с нашими кураторами, с менеджерами службы заботы, насколько они вам уже сейчас помогли. Итак, идем дальше с вами. Мы в первую очередь следуем своей миссии, и нам важно помочь каждому, кто доверит наше здоровье. И вот поэтому мы предусмотрели 3 пакета участия. Вот они перед вами, эти пакеты. Эксперт-рефлексобилиолог, то есть рефлексолог-билиолог. Стоимость участия обычная 359 тысяч. Полгода мы даем доступ к нашей системе знаний, 7 модулей здесь полностью, 5 консультаций специалистов школы безопасного здоровья, персональная схема прохождения программы на 18 дней, энциклопедия быстрой рефлекторной помощи при болях и 2 месяца практики в школе безопасного здоровья. Здесь еще бонусы есть, курс ритма питания жизни без болей. Этот курс нам готовит Екатерина Меркурий, вместе с Виктором Владимировичем, вместе с папой. И вот это фундамент, на котором строится система. Еще здесь и бонусы. В качестве бонусов предусмотрена 1 программа «Доктор Желчь» на 29 дней и 1 восстановительная программа «Сантебелит» на 30 дней. То есть противовирусная активность и антипаразитарная. Вот как раз таки мы с вами можем их полностью выполнить. Пакет рефлексолог, билиолог для себя. Обычно стоимость 122 900 рублей. И вот здесь как раз таки модули уже не 7, а 5, консультации не 5, а 2, персональная программа не на 18 дней, а на 12. И здесь курс ритма питания жизни без болей и программа противовирусная под названием «Доктор Желчь». Пакет «Ритмы новой жизни». Здесь доступ к чату всего лишь 50 дней, всего лишь 2 модуля и 1 консультация специалиста нашей школы. Вот какие пакеты мы предусмотрели для вас. Ну и, конечно же, мы понимаем, что, возможно,
Не для всех это доступно, и делаем сегодня вот такое предложение. Цены сегодня вот такие, до старта на пакеты сниженные. 100, даже не 159, а 139 900, не 49 900, а 39 900 и не 25 900, а 19 900. Вот цены на пакеты. Вы можете внести предоплату, нажимаете вот тут кнопочки, как раз должны сейчас появиться под трансляцией. Выбираете один из пакетов участия, и мы с вами идем в комплексную программу и начинаем вместе жизнь без болей. Вы можете зафиксировать цену, внеся предоплату всего лишь в размере 5000 рублей, зафиксировать цену и условия. Ну, и остаток необходимо внести в течение 10 дней. Ну, вот у нас уже столько дней нету до момента старта, поэтому вы должны ориентироваться, что это все-таки ближайшие 48 часов или делать на несколько дней отложенный старт. В общем, это уже организационные вопросы. Как внести предоплату? Вот появились под трансляцией здесь внизу кнопочки: пакет «Ритм моей новой жизни», рефлексолог-белиолог для себя, эксперт, рефлексолог-белиолог и предоплата. Выбирайте то, что вам больше всего подходит. Переходите по кнопке, оплачивайте полностью или в рассрочку. Есть такая возможность оплатить в рассрочку, когда стоимость участия в программе вот снижается и очень сильно, и получается по факту, если вы в рассрочку оплачиваете рефлексобелиолог, рефлексолог-белиолог, эксперт, это самая такая программа развернутая, когда вы сможете уже не только быть экспертом, но и монетизировать ваши знания. Получается, платеж в месяц всего составляет 11 658 рублей. И вы получаете фактически в свои руки неограниченные возможности по оказанию помощи другим людям. Если вы выбираете пакет рефлексолог-белиолог для себя, то ежемесячный платеж в рассрочку, беспроцентная рассрочка, процент за вас банком платим мы. Процентов никаких платить не нужно. Вы платите всего лишь 3325 рублей в месяц. И если вы выбираете пакет «Ритмы новой жизни», чтобы прикоснуться, попробовать, что это за жизнь такая без болей, платеж в месяц составляет всего лишь 1658 рублей. Просто вспомните, сколько сейчас вы тратите на свое здоровье, денег, сил, времени, сколько на походы в аптеку, на препараты. А вы можете это потратить на получение оздоровительной системы, которую вы сможете неограниченно использовать в течение всей своей жизни. Научить близких, научить родных. Это не имеет срока годности. Это вечные темы, которые вот срок действия, срок, возраст использования человечеством подобных систем исчисляется тысячелетиями. Сколько тысячелетий, Виктор Владимирович? От 5 до 8 тысяч лет. От 5 до 8 тысяч лет. Это то, что не пропадет, не протухнет, срок годности не истечет. Это вечные темы. В чем ценность того, что мы даем? Вот именно в этом. Ну, кстати, в отличие от нутрициологии, от науки, которая постоянно пополняется новыми данными, исследованиями, спорами, один говорит так, другой так, этот продукт нужно есть, этот не нужно. Вот эти технологии не имеют каких-то спорных моментов, они просто работают, если вы систематически ими пользуетесь. Доча, можно я тебя поцелую? Ты бальзам на мою душу пролила. Ну, я действительно так считаю, ну, как... Прекрасно, прекрасно. Это такой уровень не самокритики, а это такой уровень понимания. Сравнительный анализ профессиональный. Такая мудрость, что на самом деле это так. Потому что баталии
ежедневные баталии нутрициологов. Один говорит, нужно есть столько раз в день, другой столько. Это ни в коем случае этот продукт нельзя есть, другой находит в нем плюсы. Ну, еще я хочу добавить сюда, что большинство нутрициологов начинают с чего? С того, что они отменяют, вводят ограничения. Вот на это есть у вас реакция, этого есть нельзя. Глютен, молочка. Вот первые два триггера: сахар, соль. То есть, что фактически происходит? Фактически происходит то, что они отменяют восстановительные реакции вашего организма. Они не ставят даже такую задачу, они вот избегают препятствия. Но если мы избегаем препятствия и не восстанавливаем наши механизмы адаптации, то мы начинаем обеднять свою жизнь с каждым днем. Конечно. И не меняем состояние внутренних органов. И что происходит? К ним добавляются еще новые ограничения с каждым месяцем и с каждым годом. И вместо того, чтобы получать полноценную счастливую жизнь, мы увеличиваем количество ограничений в своей жизни. Наши же технологии говорят о том, что даже серьезнейшая аллергия, ее нужно не избегать, а с ней нужно грамотно работать, восстанавливая функции внутренних органов и восстанавливая возможность кушать разнообразные продукты, которые прежде вызывали аллергию. И у нас масса таких результатов, просто огромное количество. Последние сводки с фронтов нутрициологических войн доложи. Докладываю. В Италии сейчас такой есть город, Триест называется. Прошла конференция европейских нутрициологов. Так вот, одна из очумленных нутрициологов выступила с предложением отменить вкусы, все, которые присутствуют, и оставить только один вкус, жгучий. На что она опиралась? Она опиралась на тысячелетний опыт использования аюрведической медицины жгучего вкуса. Ну, вот как можно объединить так свою жизнь? Была у меня возможность, я посоветовал этой даме. Ну, хорошо, съешьте, пожалуйста, 4 перца. Есть. Горечи. Да. В общем, вывод такой. Вот такой. Мы за то, чтобы жить полной жизнью, и за то, чтобы с годами не обеднять свое существование, да, наличием болей, запретами продуктов определенных, групп продуктов, а наоборот сохранять вот это объемное состояние жизни и вашу подвижность в ней. Все. И, кстати, сегодня моя дочечка утвердила для вас, уважаемые коллеги, наш подарок. Недельное меню противоотечное. Подписано доктор Меркури. Да, вы знаете, мы его составили, так переживали. А вдруг Катерина нам скажет: вы что? Зарубит. Предки, вы что это тут понаписали? Черепа. Да. Охренели? Оказалось, не охренели. И мы перекрестились. Ну, фух, хорошо. Значит, все правильно, мы правильным путем с вами идем. И в сочетании меню будет работать отлично в сочетании с нашими фитопрепаратами, потому что продукты подобраны таким образом, что один элемент, он усиливает работу другого. И в сочетании с фитопрепаратами, двойной эффект. Да, давайте, что, кто, сколько, чего, где, как оплатил, мы будем выяснять штатным образом. Да, возьмем на заметочку, Тереса Тадовна, разберемся, не волнуйтесь, пожалуйста. Но это просто вебинар, это не повод разобраться, мы точно сейчас в этих расчетах с вами не разберемся. Хорошо, выделим этому просто отдельное время. Итак, дамы и господа, наша задача, мы благодарим за доверие тех, кто принял решение восстановить свое здоровье вместе с нами. И наша задача
стартовать вовремя, стартовать правильно, чтобы изменять ваше состояние к лучшему и добиться жизни без болей, как уже этого добились большое количество Огромное. участников, огромное Огромное. наших восстановительных курсов. Вот вы представьте себе 350-370 тысяч. Я рано вообще просыпаюсь, как военный человек в прошлом. Вот я сегодня проснулся, просто сел, посчитал. 375 тысяч людей мы просто отвели. Просто Население вот такого среднего российского города. Да. А теперь представьте себе маленького. Или крупного геометрическую. швейцарского. А теперь представьте себе геометрическую прогрессию. Ведь у каждого этого человека есть такая, так сказать, формула Химмера. Находится минимум еще один человек. Семья, коллектив, Ну это минимум по Химмеру. соседи, Да. друзья, близкие. Поэтому мы понимаем, как это все распространяется. Ну, посмотрите. Уж пробить такое консервативное состояние, как швейцарский характер, вы меня извините, не в обиду никому будет сказано. Не в обиду никому будет сказано. Ну, это петух уже клюнул когда. Тогда уже пробивать намного легче, чем достучаться до человека, Ну, когда... правильно, потому что поломать стереотипы очень тяжело. Тем более приехала умница, красавица, да. Ну, все, не будем. Но это еще не все, уважаемые участники. При условии оплаты сегодня, кто сегодня сможет оплатить зарезервированный вами пакет участия, помимо вышеперечисленной программы, мы отправим вам бонус под названием «Комплекс упражнений. Бодрое утро. Продуктивный день». Выполняется он прямо с утра, после пробуждения, занимает не более 5 минут, дает заряд бодрости, позволяет его сохранить в течение дня. Быстро включает обменные процессы, выводит из спячки, при регулярном использовании формирует привычку легко просыпаться без будильника. Супер. То есть нас интересует не только жизнь без боли, нас интересует жизнь, не только жизнь без тревоги, нас интересует продуктивная, активная жизнь, и у вас для этого будут все возможности. Переходите по кнопке под видео, вносите оплату. Наша система сразу после оплаты автоматом зафиксирует за вами все вышеперечисленные бонусы. Итак, уважаемые участники, мы с вами подходим к моменту выполнения второй части нашего комплекса. Напоминаем, что это генерализованный такой комплекс помощи при различных видах, самых часто встречающихся видах головной боли. И мы с вами здесь можем добиваться хороших результатов. Да, сразу предупреждаем, что этот комплекс нельзя выполнять самостоятельно, без конца и краю, часто, не системно. Он выполняется только под контролем специалистов. Собственно, мы с вами сегодня его вместе выполняем, отслеживаем результаты до и после. И это очень важный момент, когда вы в руках специалистов и все проходит под надзором, под контролем. Да, охватывает 6 важнейших органов, с нарушениями которых могут быть связаны головные боли. Я вам уже показывала картинку. Вот энергетические каналы. Да, выше. Уже скоро. Угу. Вот важнейшие 6 энергетических каналов и сколько связано с ними биологически активных точек, которых находятся на голове. То есть головная боль в одной из этих локализаций имеет совершенно четкий свой адрес происхождения, именно связанный с нарушением внутренних органов. То ли это тонкий кишечник, то ли это толстый кишечник, то ли это желчный пузырь и желчные протоки, то ли это мочевой пузырь, то ли это желудок. И вот посмотрите, какое количество и самое большое количество биологически активных точек, которые находятся на голове, они именно привязаны к каналу желчного пузыря.
Поэтому мы с вами будем выполнять воздействия, которые будут захватывать сразу все эти органы и все эти области. И что хотим вам еще очень важное сказать, что происходит, когда вы эти воздействия выполняете регламентированно, системно, никакой не отсебятины не применяете, а выполняете системно. Вот один из отзывов нашей участницы подобных курсов, Людмилы Сергеевны, 60 лет. Выполняя системно с нами такие воздействия, она отменила сразу 3 операции. По удалению желчного пузыря, по удалению матки в связи с опущением и операции на сердце. Так как боли прошли, показания изменились, и она чувствует себя хорошо. А предыдущие специалисты не могли ей предложить сколь-нибудь уверенного комплексного решения вот этого целого клубка проблем. Помимо этого, Людмила помогла своей маме 82 года, курс буквально вернул ее к жизни. До этого курса практически мама перестала реагировать на все и вся. Очень быстро при прохождении курса стала проявлять интерес к жизни. Прекратились головокружение, ушли боли в правом подреберье, перестала болеть правая рука и плечо. До курса без посторонней помощи она уже не могла передвигаться по квартире, ее даже водили в туалет. После этого стабилизировалось после курса давление, утихли сердечные боли. Сейчас мама самостоятельно выходит в магазин и ездит в общественном транспорте одна, без сопровождения, за своей любимой прессой 1 раз в неделю, регулярно. Появились желания поесть что-то вкусненькое. Не просто желание, это значит возможность, ферментные системы возродились. И мы говорим, что в любом возрасте возможны изменения. Стул наладился, были недельные запоры. Возобновила даже заброшенное вязание, потому что руки болели и глаза не видели прежде. Интересуется жизнью, событиями вокруг и активно общается со всеми окружающими. Появилось желание красиво одеваться. 82 года у человека. Недавно гуляли, она идет и напевает песни. Ну разве это не стоит того, чтобы наши родители еще пожили без боли, порадовали солнышку и природе? Жизнь к ней вернулась во всех красках. А Людмила Сергеевна пишет: а как у меня душа радуется этому, не могу вам передать. Вот как можно заботиться не только о себе, но и о близких. Папа тоже 82 года. К началу курса испытывал сильнейшие боли и проблемы с позвоночником. 10 дисков, практически стерлись, это вот цитата. Лежал постоянно, трудно было даже обслуживать себя, принимал бесконечно обезболивающие. Что он мог еще сделать? Больше ничего. Последствия инсульта после 2017 года тоже давали о себе знать. Сильные головные боли не отпускали и доставляли постоянные страдания. Аденома простаты не давала покоя по ночам, приходилось вставать через каждый час в туалет. Представляете, пожилому человеку через каждый час в туалет всю ночь. С таким состоянием позвоночника. И после инсультном еще. Плюс ко всему. Сон нарушен, организм не отдыхал и работал на износ. Мочеотделение трудное. После курса выпрямился. Человек выпрямился, меньше стал лежать. Выполняет работу по дому. Бывает, что через непродолжительный отдых, но двигается, не лежит. Не заставишь его лежать. Встает ночью теперь всего лишь 2-3 раза. Трость, с которой ходил, откинул в сторону. Магазин в отдаленности 1 километра в день проходит без трости. 1 километр без трости. После прохождения курса много двигается, появилась выносливость, головные боли стали намного реже, давление нормализовалось. Еще немного, правда, аритмия беспокоит, но справляемся с ней всем коллективом. Между курсами применяем скоропомощные упражнения. Родители теперь сами просят позаниматься с ними. Сами просят. Вот недоверие полностью прошло.
Пришло понимание, что избавились от сильных болей и страданий благодаря упражнениям. Можно сказать, открыли новую страницу в своей жизни. Ведь эти упражнения быстры и легки в применении для любого человека. Подчеркиваем, любого человека. Можно выполнять в любое удобное время и где угодно. Вот таких результатов смогли добиться мы, выполняя каждый день нетрудные и короткие упражнения. Самое главное, не лениться и верить, что можно жить без боли. Спасибо Людмиле Сергеевне. А мы с вами переходим. Так это больше, чем жить без боли. Это жить эту жизнь. Это Продолжать вообще жизнь нормально жить. и двигаться. Ну, это... Поэтому не раздумывайте, переходите по кнопке под видео, вносите оплату, и мы с вами двинемся прямо незамедлительно в эту новую жизнь. Итак, продолжение нашего комплекса. Поставьте, пожалуйста, цифру 4, кто готов. Комплекс также выполняется сейчас только с нами вместе один раз. Выполняйте воздействие. Так, цифра 4. Жду. Информация о нашей клинике 2928.ru. Так. Если удален желчный пузырь, абсолютно все делать. Абсолютно все подходит. Все наши упражнения для тех, у кого удален желчный пузырь. И не просто можно, а необходимо это делать. Потому что обменные процессы изменились, а нам нужно их настраивать заново. Ну вот. Комментарий одной из участниц. Благодаря этим курсам я отказалась от лекарств диабет 2 типа. Раньше принимала лекарства, Тереса Тадовна пишет. Никаких болей сейчас нет и не принимает никаких лекарств. Спасибо. И вам большое спасибо, что вы об этом пишете и даете надежду людям и показываете пример, как это возможно. За вашу дисциплину, за то, что выполняете системно упражнения и рекомендации. Итак, воздействие на биологически активную точку Вайгуань. Мы с вами недавно смотрели видео, которое снимала Катюша с Виктором Владимировичем по поводу того, насколько драгоценна эта точка. И что сама по себе даже одна эта точка снимает большое количество головных болей. И если вы запомните точку доктор Желчь и точку Вайгуань, то в скоропомощном применении они способны. Вот все другое забыли, невозможно там где-то что-то применять. Или запрет на что-то есть, но вот эти точки, они сами по себе фундаментальные и дают возможность избавляться от головных болей. Поэтому как найти точку Вайгуань? Мы с вами вот таким образом располагаем руку, определяем изгиб нашей кисти, вот складочка, и от этой крайней складочки откладываем вниз 3 пальца, прямо посередине. И за третьим пальцем между костями находится эта замечательная точка. Между косточками. Мы по правилу правой и левой руки действуем. Так точно, да? Мы действуем. Да. Правши начинают воздействие на правой руке, 90 левша. левши на левой. Левшины, да. В течение 90 секунд. Виктор Владимирович Тайминг. засек тайминг. Поняли, да? Вот так? Поехали. 3 пальца. Камон. Поехали. Да. Связь, слава богу, есть. Если нет связи, это какая-то ваша локальная ситуация. Пожалуйста, Перезайдите, может быть. разбирайтесь. Массируем, массируем, массируем. Мгм. По часовой стрелке. По отношению к телу. 90 секунд. Правши с правой руки, левши с левой. Не обязательно вот так на весу держать. Мы держим на весу, чтобы вам было понятно, показательно. Можно руку опустить в любом удобном для себя положении, Я чтобы на вам стол было опираюсь. комфортно. Ну, Катюше, так удобно, да. Мгм. Отлично. Закончили. Переходим на следующую руку. Вот видите, 3 пальца за третьим сразу. Вы
Включили? Да? Мгм, хорошо. Вот таким образом по часовой стрелке по отношению к поверхности тела. У меня специальные швейцарские часы для того, чтобы 90 секунд таймировать воздействие на точку. Так. Везет тебе. Мгм. А вам уже привезли. А мне только везет. Да. Руку можно в любом удобном положении держать, не Молодец. обязательно. Так. Чудо. Так. Ну, А мы ничего не Закончили. говорим, пишут плохой звук, мы особо... Катюша, давайте мы будем Хорошо. двигаться дальше. Да. Уже локальные проблемы же мы же не будем из-за одного Давай, человека давай, останавливаться. Да. Да, нам важно ритмично выполнять. Идем дальше. Следующее упражнение. Ставьте, пожалуйста, в чат цифру 5. Да, вот Александра пишет. Сегодня всего лишь одну эту точку от головной боли применила. И обошлось без таблеток. Старайтесь таблетки вообще в сторону откладывать. А вот Отличная интересно, связь, спасибо вот, большое, Вот да. интересно, Александр, какие таблетки употребляет? Александра, напишите, какие таблетки вы употребляете. Да, и мы можем прокомментировать. Разбор фармакологического полета сделать. Так, Ну, дальше следующее упражнение. Давайте, Следующее чтобы упражнение эффект. Да. без кислородной гимнастики под названием Банетти. Что мы с вами делаем? Упражнение без кислородной гимнастики. Вот таким образом соединяем ладошки. То есть они у нас как пирожочки. Вот такие, да. Как пирожочек. Как пирожочек. Поверхность соприкосновения вот только по периметру. Вот так. Вот так. Выводим на уровень середины грудины. Середины грудины. Так, я чтобы И я чуть-чуть. я тебя не задела. Да. Мы с вами Глубоко вдыхаем, резко выдыхаем и, не дыша в течение 5 секунд, купаем себя в овациях. Вот так, вот таким образом. вот, чуть-чуть, вот так, вот, хорошо. Максимально сильно. Вдохнули. Да, размах максимальный делаем. Не маленький, а Не, ну максимальный. такой вот, ну вот, Да. вот, Да, размашистость большая. вдохнули, выдохнули. Ну все. А, хорошо. Виктор Владимирович, как вы? Я замечательно. Я очень люблю Банетти. Ощущение, как после бани. Как на взлете на каком-то. Так, Так, хорошо. далее. А то получается, как в том анекдоте. М. Когда два грузина встречаются, один у другого спрашивает: ты помидоры любишь? Он говорит: кушать люблю, а так не очень. Банетти любишь? Выполнять люблю, а Упражнения, так не да, а так очень. не Пирожки любите? Любите его. Банетти. Так, ну, далее какой у нас? Да, мы восстанавливаем дыхание. Доктор, какие пирожки? Вы на чистом глазе о пирожках разговариваете? А Да. что? Пирожки бывают Екатерина, разные. знаешь, сколько тебе рецептов пирожков может выкатить, которые супер полезны? Которые несут только пользу организму. Когда мне выкатят? Выкатят и закотят. Закотят. Все схвачено. Так, Это замечательно. надеюсь, мы восстановили дыхание, все восстановили дыхание. И шестое воздействие. Шестое воздействие, цифра 6 в чате есть, молодцы, давайте чуть-чуть побольше шестерочек, чтобы мы понимали, что большинство С Банетти всё в восстановили порядке. дыхание, да. С пирожками все схвачено. Так. Мгм. Есть. И мы с вами переходим к шестому воздействию. Шестое воздействие – это воздействие на наши точки доктор Желчь, наши авторские, Любимые. главные, антиспастические. От большого количества болей. Самое главное – Папа, антиспастическая можешь точка. карандашик передать, пожалуйста? С удовольствием. Какой вам? Любой. Пожалуйста. Спасибо. Мы уже с вами много раз разбирали и начинаем. Виктор Владимирович,
По правилу правой и левой руки Так точно. Да. по 90 секунд. Так точно. Засекли время? Так точно. Поехали. Поехали. Я левша, у меня левая рука. Мгм. Чуть-чуть. Вот. Да, я карандашом. Так, лучше пальцем. Лучше как всегда. пальцем, да. И поехали. 90 секунд. Убираем тревожность. Это признак недостатка кислорода, недостатка кровоснабжения мозга. Убираем спазмы, убираем боли, головные боли. Мгм. Убираем Молочную кислоту постстрессовые накопившуюся. хвосты. Нормализируем плазму крови, нормализируем белую кровь, нормализуем Биохимический состояние. состав крови. Так точно, да. Нейтрофилы, базофилы. То есть всю ту защитную гвардию белой крови, недостаток которой очень часто приводит к онкологии, к сожалению. Да, не обязательно вот так держать, можно в любом удобном О, положении. у меня уже палец устал. Да. Я так давлю сильно. Ну, кстати, моя 6-летняя дочь знает, где находится эта точка. Вчера вам продемонстрировала. Моментально, безошибочно. Закончили выполнять. Переходим на следующую. Засекайте, Виктор Владимирович. Все засекается. У меня специальные швейцарские часы для определения. 90 секунд. Да, все. Да, больше не идут. Больше не нужно. У нас есть разные регламенты по времени, да, воздействия на точки. Да, ровно так же, как разные швейцарские часы. Конечно, это тоже очень важно. Почему? Потому что иногда некоторые штатские пишут, а почему в одном случае вы говорите 40 секунд, а в другом случае говорите 90 и так далее, и так далее. Ну вот Регламент. для того, чтобы вы это знали и понимали, вот приобретайте нашу программу «Рефлексолог-билиолог». И сами сможете И сами определять, Эксперт. И будете эксперты. И понимать. будете понимать, с чем это связано. Да? сколько нужно Когда? воздействовать, когда, Да. в каком случае есть противопоказания, в каком случае наоборот. Все эти тонкости, механизмы, да, но это уже терапевтические механизмы, скажем так, Да. вы Вот, познаете. замечательно, именно терапевтические. Я сама с радостью, опять же, пройду этот курс. Да, кстати, мы можем даже договориться так, что мы все вместе будем проходить этот курс. Закончили, коллеги. Все вместе писать отчеты, обмениваться информацией. Обмениваться часами швейцарскими? Я поняла, намек понят. Нет! Не так понят, да? Дамы и господа, мы с вами завершили комплекс воздействий. И мы теперь готовы ответить на ваши вопросы. И, конечно же, очень важно, что наши технологии работают лучше, чем волшебная таблетка. Если бы она Это была. то, что навсегда останется с вами. Это энергия изменений, которая доступна вам в любую секунду. Нужно овладеть этими знаниями, и вы сможете оказывать помощь не только себе, но и своим близким. Как это делают участники наших систем восстановительных? Мы вот приводили вам примеры. Также сможете и вы. Ничего здесь сложного нет. Все мы вам показываем, все мы вам рассказываем. И, собственно, готовы обсудить результаты. Для этого нужно пройти повторно тестирование, сравнить результаты. Мы с вами будем результаты сравнивать до и после 2 комплексов. И они нам ответят на многие терапевтические сложности, с которыми вы, возможно, не можете разобраться. Поэтому давайте, можно уже, да, Конечно. оценивать Да. ваши показатели по шкале боли, если они были, или шкале дискомфорта, где 0 это нет боли, а цифра 10 это максимальная нестерпимая боль.
и оцените, на каком уровне шкалы счастья вы сейчас находитесь. И теперь мы, собственно, готовы обсудить результаты, которые вы получили за вот это время взаимодействия с нами. Конечно же, нам хочется знать и понимать, сколько каких комплексов вы выполняли, чтобы понимать, что с чем мы сравниваем, какое состояние с каким. Поэтому, да, это хорошо, что нету боли между лопаток и на 100% счастья. Но если бы мы с вами сравнили первоначальное ваше состояние, мы бы прокомментировали, на какие зоны затрудненного обмена вам стоит обратить внимание, как возможно с ними справляться, нужны ли какие-то уточняющие, например, проведение обследований или какие-то технологии, которые мы сразу вам можем порекомендовать для решения ваших задач. Так, да, ну если вы первые упражнения не видели, то, конечно, ваши оценки будут некорректными. Очень важно проводить корректную оценку состояния до и после. Ну, традиционно мы отвечаем на 13 вопросов. Да. Угу. Так. У Валерии не было болей, выполняла, ну, значит, человек уже давно живет без болей, вместе с нами занимается, скорее всего. Уровень счастья был на 30%, встал на 65%. Вот у Альфии тоже нет болей, и уровень счастья на 70%, а сейчас на 90%. Говорит ли это, Виктор Владимирович, что все-таки есть какие-то зоны затрудненного обмена? Конечно, да. Давайте я вам вас покажу. Да, меня не обязательно показывать. Обязательно, но вы же отвечаете, вы же комментируете. Смотрят, да. В этом смысле очень важно понимать, что даже в случае отсутствия боли, что замечательно, ощущение себя счастливым на 30% говорит о том, что ментально вы уставший человек. Ментально. А что у нас отвечает за уровень ментальности? У нас отвечает две системы. Это печень и желчный пузырь. И то, что вы повысили уровень ощущения своего счастья, это говорит о том, что вот о чем говорит наша замечательная и умнейшая дочка. Это включились дофаминовые рычаги. То есть вы повысили качество химизма своего настроения. Поэтому обращайте внимание на состояние печени, на состояние желчного пузыря и помните, пожалуйста, о том, что вы сезонно зависимый человек. Угу. Вот такой комментарий. Боль в затылке не прошла, счастья не добавилось. Ну, значит... Давайте с вами разберемся, что вы выполняли. Вы выполняли сегодня первый и вторую часть комплексов. Вы выполняли вчера первую и вторую часть комплексов. Вы выполняли домашнее задание. Что вы выполняли? Какие результаты вы сравниваете? Вот давайте в этом с вами определимся. Хорошо? Чтобы мы могли оценивать объективно ваши результаты. Да, можно. Угу, угу. Так. Угу. Так, оценка боли была 3, сейчас 2. Да, очень хорошо, что боль снизилась, но нам важно понимать, что это за боль и что вы предпринимали для этого. Какое количество и каких воздействий. Да. Угу. Так. Так. Как быть, если я живу в Румынии? Пожалуйста, живите, вы же живете в Румынии, сейчас мы с вами выполняем упражнения. Ровно так же в режиме онлайн вы работаете, взаимодействуете с нами, как вы сейчас с нами взаимодействуете. Нахождение в Румынии или в какой-либо другой стране не является никаким препятствием для того, чтобы системные курсы не могли использоваться вами. Да, конечно. Пожалуйста. Угу. Так. Головная боль, но после первого комплекса заболел желудок. Перешло в изжогу, теплая вода не помогла, поэтому счастье 30-30. Так, 1-1. Что такое 1-1? Это была слабая боль головная. Так и вы об этом пишете. А какие упражнения, какие комплексы выполняли? Сегодня 2 комплекса выполняли?
вчера 2 комплекса выполняли, домашнее задание выполняли. Давайте, пожалуйста, пишите, что вы выполняли, чтобы мы могли оценивать, понимать. Может, вы вообще одно упражнение какое-то выполнили. И вот оцениваете. Ну, давайте корректными быть, хорошо? Так. Так. Татьяна Владимировна, я думаю, что у нас должен быть регламент в части обозначенных упражнений, понимаете? И зрители должны это Да. очень четко понимать. Ну вот Ольга Ивановна пишет, я знаю и читала ее отчеты. И Ольга Ивановна пишет, что пришла вчера с насморком, была боль на уровне 2-3, а сейчас не дописала, да? Ну, я видела, что уже вот сегодня утром Ольга Ивановна писала, что носовое дыхание улучшилось. Так. Но- Замечательный результат. Да? Но о чем это говорит? Это говорит о том, что как раз таки вот о чем говорит профессор Татьяна Ленокартаенко, о том, что идет экстремально, в лучшем смысле этого слова, экстренное повышение системы адаптационно-иммунных сил. То есть включаются те железистые субстанции, которые вот выдают вот эти самые пресловутые эндорфины, которые сворачивают явления патологические в виде соплей, в виде слезотечения, в виде такого преморбита или уже проморбита, то есть клинических проявлений. Ну, по сути дела, вы у себя формируете то, что эзотерики называют усиление тонкого тела. Вот как раз таки это тот самый момент алхимии, тот Да. самый момент волшебства, который на самом деле свойственен при правильном упражнении. А можно ли Выполнение. остановить начальную стадию рожистого воспаления на локте? Можно, конечно. Мгм. Но для этого надо получить и подробную консультацию. У нас есть такой замечательный инструмент, как ирида сканирование. Пожалуйста, присылайте, ну, можете. Мгм. Ирина пишет, вчера 2 части и сегодня 2 части. А комментарий, где ваш, в котором суть изложена? Ну, это же, наверное, Но мы же не можем. это же, наверное, та самая Ирина, которая попила теплой воды, а счастья не прибавилось. Ну, вот понимаете, как вот? Как вот, мы должны догадываться? вот Напишите, пожалуйста, полноценный комментарий, в котором будет отражено все, чтобы мы по всему чату не бегали и не понимали, искали. что это одна и та же Ирина, которая пишет нам. Так. Мгм. Все комплексы сегодня и вчера выполнила Ольга. Боль в шее слева, в плече с левой стороны было на 3-4, стало на 2-3. Счастье было 40%, стало на 50%. Выполнила все комплексы. Ну, речь идет, конечно, о тенденции к развитию плечелопаточного периартрита. Я, как официально имеющий официальное образование врач, западное имею в виду, и поэтому пользующийся классификацией, международной классификацией болезней, хочу сказать о том, что это пресловутый плечелопаточный периартрит. Но я ужасно не люблю этот диагноз. Почему? Потому что под плечелопаточным периартритом часто, очень часто прячется огромное количество проблем. Левосторонний плечелопаточный периартрит – это воздействие селезенки, это надо разбираться с состоянием поджелудочной железы, это надо разбираться с углом поперечно-ободочной кишки и начало нисходящего отдела толстого кишечника, это купол левой почки, это дуга аорты, это состояние сектора на 12 часах молочной железы, это состояние трахеобронхиального ствола слева, это состояние ушной раковины. То есть вот под этим всем и состояние аппарата, самого слухового аппарата. Поэтому за всем этим прячутся вот обстоятельства, которые в первую очередь надо и исключать с точки зрения селезеночно-поджелудочного комплекса, который является таким коллаборантом с печенью и желчным пузырем. То есть во главу угла поставьте решение проблем с печенью и желчным пузырем, а все остальное решится автоматически на уровне такой легкой динамической кампании воздействия и на селезенку, и на поджелудочную железу. Вот комментарии участника. Усталость в основном прошла после физической нагрузки. То есть помните, мы с вами говорили о молочной кислоте, которая нарушает работу нервной системы. Вот как раз таки мы ее с вами утилизировали. Ну что значит физическая нагрузка?
Что значит Ну, может, физическая? человек в спортивном зале отзанимался, все что угодно. Не, может ну быть. так можно же написать же об этом, что Мгм. такое усталость прошла после физической нагрузки. Надо же обозначить параметры этой физической нагрузки. Может быть, там Так. соседа били по голове молотком. Тоже физическая нагрузка. Сейчас боль в лобной части головы, этого не было. Вот делала все. Что такое делала все? Ну, Ну, в лобной части головы Мгм. у нас лоб, посмотрите, лоб. У вас же, наверное, есть размер головы? Наверное, минимум. Но... левой лобной части. А, левой. Ну так Мгм. вы же мне запрещаете в чат смотреть. Так, Поэтому левая лобной части. О чем это говорит? это с чем может быть Это, связано? связано с состоянием поджелудочной железы. Это связано с состоянием левого желудочка. Сердце. Ну понятно, ну да, непонятно. Это может быть связано с, сейчас удивительно, будет, наверное, слышать многим, это связано с левым тазобедренным суставом и с левым голеностопом. Поэтому что нужно делать, Виктор Владимирович? Приобретать программу и лечиться. Минимум начните с минимальной нашей программы. А там Да, уже смотрите и, на ваши возможности. Пожалуйста, через 10 минут отпишитесь по уровню боли в лобной части. Как правило, вот такие ощущения, если вдруг даже и появляются, они носят кратковременный характер, указывают нам, дают именно диагностическая направленность, диагностическое указывают, да. значение имеют определенное. Да. И вот давайте мы отследим, чтобы ваше состояние было стабильным. Отпишитесь нам, пожалуйста, по вашему состоянию. 7 минут примерно так, да? 5 минут достаточно. Через 5 минут. Угу. Хорошо. Так, шестой Так. вопрос. Было на цифру 2 боль между лопаток, стало 0. Счастье было на 70, стало 100%. Ну, даже не все комплексы выполнялись. Вот такой результат. Угу. Ну, под какой лопаткой? Между лопатками. Между лопаток, Мгм. да, это между лопаток, это у нас практически весь грудной отдел. Ну, замечательно, замечательно в той части, что вы себя лишили удовольствия иметь опущенный желудок, что вы себя лишаете удовольствия приобрести фиброзно-кистозную мастопатию, что вы себя лишаете удовольствия для дальнейшего развития катаракты. То есть результат более чем впечатляющий. Угу. Так. О. Так, а вот интересный комментарий, который сегодня пришел по поводу комплекса под названием «Почувствуй себя Богом». Они тоже имеют очень важное диагностическое значение, и мы обещали, что вот прокомментируем их значение. Так. Мгм. Сейчас найдем. Мгм. Мгм. Надежда Викторовна, 55 лет, из Пермского края, пишет о том, что справа увеличилась амплитуда наклона на 1 сантиметр, слева на 2 сантиметра. То есть, кто выполнял комплекс «Почувствуй себя Богом» сегодня утром, понимает, о чем идет речь. Речь идет о том, что снимается большое количество спазмов, и прямо сразу после выполнения комплекса увеличивается подвижность, гибкость тела. И вот эта амплитуда справа и слева имеет диагностическое значение, и мы вот сейчас можем как раз таки это значение обсудить. Комплекс первого дня выполнила полностью. Утром после подъема начиналась головная боль. После утреннего комплекса боль ушла в никуда. Да, Надежда Викторовна, мы вас поздравляем. Но то, что у вас показатели, что всего лишь на 1 сантиметр амплитуда увеличилась справа и налево на 2 сантиметра, имеет диагностическое значение. Виктор Владимирович нам объяснит это значение. Ну, надо констатировать, что, к сожалению, развивается остеопороз по той стороне, у которой у вас такая динамика есть, понимаете, тазобедренного сустава. Но уже то, что увеличилась пластичность, это говорит о том, что надо очень серьезно заниматься печенью и желчным пузырем
с той точки зрения, чтобы активизировать метаболическую детоксикацию. Почему? Потому что все вот эти остеопорозные, коксартрозные изменения, они, как правило, вырастают на фоне того, что идет быстрая потеря микроэлементов, формируется локальный микроэлементоз, который как раз таки реализуется такими вещами. Поэтому вот то, что, на что нужно обратить внимание. Комментарий Татьяны Павловны после комплекса «Почувствуй себя Богом». 68 лет, Санкт-Петербург. Выполнила комплекс первого дня и комплекс «Почувствуй себя Богом». Справа на 10 сантиметров гибкость увеличилась, Да. слева на 7 сантиметров. Это вообще, я не знаю, надо. Я могу задать вопрос, Татьяна Владимировна, туда, куда, в эфир или куда? Это барышня случайно не из гутоперчивого мальчика? Кто написал, помните? Но Екатерина? вот такой исключительный результат, это- поэтому я его зафиксировала. Ну, из серии невероятного, но, наверное, очевидного. Я не думаю, что человек... Ну, это о чем говорит? Это Справа 10 сантиметров, слева 7 сантиметров. И хочу сказать, что у 3 участников вот такие выраженные результаты на 9 сантиметров, на 6 сантиметров. Мгм. И вот это Татьяна говорит- Николаевна говорит из о Клайпеды её- тоже да. на 6 сантиметров Да, справа да. и слева. Ну, говорит о том, что у этих замечательных дам включаются прекрасные инструменты по повышению эластичности локальной. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что печень надо, за печенью надо внимательно смотреть. За желчно-выделительной функцией надо внимательно смотреть. И почаще заниматься, применять наши системные упражнения для того, чтобы не терять эластичность. Очень хороший результат. Мгм. Так, ну и, конечно же, это говорит о том, что организм вот так очень хорошо реагирует да, и включается, конечно. Да. восстанавливает обменные процессы. Татьяна, 66 лет, из Рыбинска, 2 камня в желчном пузыре, шум в ушах, давление, с декабря с нами, сильные боли в районе пупка, была рекомендована операция, сейчас боль появляется редко, обошлось без операции. При выполнении точка Фенчи безболезненная, зачесалась прямо зачесалось ухо и Мгм. точка доктор Желчь. Лицо бросило в жар, Мгм. вот такие результаты. И тест на наклон после выполнения вправо, разница справа 3,5 сантиметра, влево 2 сантиметра. Ну, это вот такое состояние достаточно характерное. Но хочется же остановиться на персонале этого состояния. А персонально хочу обратить внимание, я просто не знаю, какой был план и какой операция, но то, что были боли в области пупочного кольца, это говорит о многом. Это говорит о том, что, в общем-то, беременности вами, вашей мамы была, так сказать, не очень надежная, что вы пережили определенное состояние, связанное с желчным пузырем и с вашей печенью. Это, опять же, с точки зрения таких диагностических прикидок, что, может быть, у вас была тяжелая ветряная оспа, ветрянка тяжело протекала, а вот в возрасте уже в таком достаточно осознанном это реализовывалось. Там есть такая хитрость у печени, такая связочка, так называемый печеночный язык. Вот этот печеночный язык, он очень тесно связан с брыжейкой. И перегрузка в области печени очень часто раздражает брыжеечные связки, которые локализуются как раз таки через пупок, то, что называется золотником. Вот именно боли в области пупка, это тот самый пресловутый золотник, который очень часто даже наши современные врачи путают, где у нас золотник, а где у нас мечевидный отросток. То есть на что вам надо обратить внимание? Вам надо обратить внимание на 4 позиции. Первая позиция – это контур желудка. Вторая позиция – это контур вашей матки. Третья позиция справа – это состояние печени и желчного пузыря. Слева – это состояние сердца. Имейте, пожалуйста, в виду. Вот на чем хотелось бы остановиться в этом смысле. И еще один интересный комментарий. Елена Альбертовна нам пишет, 68 лет, из Москвы. Комплекс выполнен полностью. Такое впечатление, что температура в комнате повысилась градусов на 5.
Стало очень тепло, гибкость тела увеличилась справа на 32 миллиметра, слева на 28. Состояние стало очень бодрым и даже весело стало. Ну, 32 миллиметра это и 28 миллиметров, это, знаете, есть Ювелирная такая это точность. ювелирная, да, ювелирный такой замер. С одной стороны, конечно, так немножко, ну, будем так говорить, ситуация связана с кожей, поэтому обратите внимание на что? Обратите внимание на состояние почек, особенно на состояние правой почки, и обратите внимание, если есть возможность, пусть посмотрит кто-нибудь внимательно состояние шейного отдела позвоночника. А в части шейного отдела позвоночника состоятельность первого шейного сустава. То есть взаимосвязь между вторым позвонком и первым позвонком. Мгм. Елена пишет, выполнила 2 дня все комплексы, домашнее задание, болело горло, напряжение было в голове, после занятий как новое. То есть, скорее всего, все эти беспокоящие моменты Купировали прошли. все, да, все вот эти вот состояния преморбита, любимая тема моей замечательной жены, развития. То есть снялись явления катаральности, то есть снялись системы, купировали системы развития воспалительных процессов в той или иной форме. Но здесь очень важно понимать, что есть замечательный резерв по такому хитрому моменту в нашем организме, как простагландины. Есть такие тучные клетки у нас, которые рожают вот такую штуку, как простагландины. Вот эти простагландины, они такие, знаете, как ниндзя. Они хотят убьют, хотят полюбят. Вот в вашем случае они пришли, вас полюбили, потому что наша система позволила им незаметно абсолютно для общего состояния, потому что вы не пережили вот эти вот, понимаете, вот эти состояния, которые обычно характерны для вирусных каких-то других состояний, когда начинает ломать, когда начинает кукожить, когда слезы начинают литься и так далее, и так далее, и так далее, понимаете? Но вот эти вот самые катаральные явления, ну хорошо, что так вы себе помогли, замечательно, Так. браво. Последний вопрос, Татьяна Владимировна. После вчерашнего полного комплекса утреннего бонуса целый день полна энергии, энтузиазма, тянущая боль вдоль позвоночника с 2 сторон не прошла. Сегодня прошла полностью курс, боль пока в спине есть также. Ну, давайте так. Что значит сегодня полностью прошла курс? Это скоропомощной комплекс от различных видов головной боли. Давайте вот чем мы занимаемся, понимать, чем мы занимаемся с вами на занятии. То, что касается боли вдоль позвоночника с 2 сторон, это, конечно же, вопросы эти нужно решать системно, в восстановительных курсах, не одним каким-то скоропомощным комплексом. Понимаете, о чем речь? Поэтому, конечно, чудесно, что целый день полна энергии, но, пожалуйста, имейте в виду, что просто вам необходим системный восстановительный курс. И здесь под трансляцией различные варианты, как можно помочь себе. В этом смысле, конечно, я хотел бы добавить к словам Татьяны Владимировны о том, что на фоне некупируемых болей и само состояние такого вот энергетического, будем говорить, всплеска, чуть ли не вулканического, говорит о том, что вам надо очень внимательно отнестись к состоянию своей спины в целом, но с точки зрения отношения к ней через живот, через брюшную полость. Внимательно посмотрите состоятельность со своего толстого кишечника. У меня такое впечатление, что у вас развивается или уже имеет место быть долиха сигма. Или то, что называется по-другому мегаколон. Поэтому вот очень часто именно латентно, то есть скрыто протекающие эти состояния дают некупируемые такие вот альгические состояния в области спины. Так. Ну все, Татьяна Владимировна, с моей стороны. Ну, я вот здесь просматриваю бегло, что Людмила проснулась после 2 дней без отеков на стопах, уменьшились боли в пояснице, сейчас нет боли. Вот замечательные результаты. Ну, хорошо. Да, все, что мы давали вам, уважаемые участники,
Это скоропомощные комплексы, такие развернутые скоропомощные комплексы терапевтического воздействия, которые мы не рекомендуем выполнять самостоятельно без контроля наших специалистов. Единственное, что мы вам можем допустить и разрешить, Виктор Владимирович, поправьте меня, если я вдруг что-то неправильное могу допустить, Такого быть не может. Выполнить еще раз с нами под контролем наших специалистов завтра утром комплекс «Почувствуй себя Богом» и описать свои результаты. И если вам потребуется дополнительная помощь, вы не знаете и не понимаете, в какую оздоровительную систему вам пойти, вы запрашиваете информацию по поводу того, какие из восстановительных курсов и методик, а у нас таких более 290 восстановительных методик, вы можете запросить наших специалистов и оставить запрос именно в личном кабинете в виде отчета. То есть оценивая, только, пожалуйста, напишите, сколько дней вы присутствовали на наших занятиях, какие задания выполняли и подробно опишите ваш финальный результат. Я вижу здесь большое количество различных результатов. Конечно же, все обсудить сегодня мы просто не в состоянии, но есть специалисты, которые помогут нам разобраться, и в случае того, допустим, какая-то сложная ситуация, конечно, они могут обратиться к нам, и мы можем вам подсказать, каким оздоровительным путем идти. Потому что я здесь вижу, что вот кто-то пишет, приобретались там различные другие восстановительные курсы, а что лучше, что хуже. Но если вы уже их приобрели, и если наши специалисты проанализировали вашу ситуацию, их подобрали для вас, согласовали их с вами, то значит именно таким терапевтическим путем и следует идти. Если же вы там подбирали, я видела по поводу желудка, по поводу мочевого пузыря, тут изменение состояния. Если же вы нацелены на комплексном оздоровлении организма в целом, я бы вам рекомендовала зафиксировать хотя бы минимальный пакет участия вот в этой программе и оформить себе отложенный старт. Потому что эти комплексы, о которых вы пишете, они краткосрочного действия, вы их пройдете, закончите, вы снимете остроту состояния и сможете перейти к общей системе оздоровления. Когда вы получите сначала точечные результаты в зонах затрудненного обмена, которые сейчас остро вас беспокоят, а потом вы можете перейти к целой оздоровительной системе, которая позволит вам жить без боли. Вот такая вам рекомендация. Да. Комплекс «Почувствуй себя Богом» был вчера, мы рекомендовали тем, кто с нами оставался до конца, мы рекомендовали выполнить этот комплекс. И сегодня попросим также кнопочку, кто из вновь присоединившихся здесь есть, чтобы он тоже мог зайти в личный кабинет, выполнить завтра утром перед завтраком по своему местному времени с 7 до 9 утра этот комплекс, выполнить все тестирования до и после, написать, какие еще комплексы он выполнял в течение вот этих сегодня и вчера, например. И по вашим результатам, вот как здесь на экране, как мы обсуждали, наши специалисты могут вам дать рекомендации. Там же в личном кабинете вы можете запросить подбор именно того комплекса и той помощи, которая подойдет вам максимально для решения ваших конкретных задач. Поэтому, пожалуйста, просим наших администраторов кнопку «Бонус» вывести. Вот появилась кнопка «Почувствуй себя Богом». Вы можете по ней перейти и вот запросить и анализ ситуации, и дальнейшую помощь.
Нам с Виктором Владимировичем себя нужно клонировать. Нам нужны для нашей системы большое количество специалистов, экспертов, рефлексологов, билиологов, чтобы вот такое огромное количество запросов, которые приходят, могли обрабатываться качественно, и мы могли оказывать помощь всем нашим коллективам и еще большему количеству наших участников. А на сегодня мы вас благодарим за участие. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы так настойчиво выполняете все задания. Двигаетесь с нами дальше к возможности жить без болей. А на сегодня мы занятие завершаем. Благодарим вас. Всего вам доброго. Будьте счастливы, будьте здоровы. И берегите себя. Всего вам доброго.